Итак, государство Израиль. Кто его создал? Почему Сталин одобрил эту идею? Как арабы помогали нацистам? Заинтригованы? Тогда мы начинаем второй выпуск по арабо-израильским войнам. В сегодняшнем ролике мы поговорим о войне за независимость 1948 года и ее предпосылках. Одним из важных следствий Первой мировой войны явилась утрата позиций Германии на Ближнем Востоке и окончательное утверждение в качестве преобладающей силы в этом регионе Великобритании и в меньшей степени Франции, получивших согласно Уставу Лиги Наций мандат на управление арабскими территориями бывшей Османской империи. Великобритания, поддержав создание еврейского национального очага в Палестине, а также арабское антитурецкое восстание в годы Первой мировой войны, после получения мандата на данную территорию, оказалась связана обязательствами с обеими сторонами конфликта. Заинтересованное в достижении согласия между ними, Соединенное Королевство прилагало непрерывные усилия в этом направлении, которые, однако, не только не имели успеха, но и питали антибританские настроения как арабского, так и еврейского сообщества. Примером здесь может служить провал Лондонской конференции 1939 года с участием арабской и еврейской делегаций, которые отвергли британский проект федеративного государства в Палестине. Характер управления подмандатными территориями и тип их будущего административного устройства был определен не сразу. С 12 по 24 марта 1921 года в Каире прошла конференция британских специалистов по региону под председательством министра по делам колоний Уинстона Черчилля. Программа включала обсуждение будущего Ирака, Палестины, взаимоотношений с правителем Неджда Абдель-Азизом Ибн Саудом. Особое внимание было уделено Трансиордании, ставшей плацдармом антифранцузской и антисионистской деятельности арабских националистов. Ранее, в том же месяце, на ее территорию прибыл эмир Абдалла ибн Аль-Хусейн, один из лидеров Великой Арабской революции, с намерением, собрав ополчение, проследовать далее на Дамаск. Участники конференции постановили предложить эмиру создать в Трансиордании администрацию и взять под контроль антифранцузские и антисионистские выступления. Таким образом, страна превращалась в буфер между Палестиной и Ираком, вследствие чего достигался четкий раздел зон французского и британского влияния. С 28 по 30 марта 1921 года в Иерусалиме состоялись переговоры Уинстона Черчилля и Абдаллы ибн Аль-Хусейна. Было заключено временное соглашение о создании в Трансиордании национального правительства во главе с эмиром, полной административной самостоятельности этого правительства и гарантиях финансовой помощи ему со стороны Великобритании в размере 180 тысяч фунтов стерлингов для укрепления безопасности страны. С этой же целью планировалось размещение в Аммане британской военной базы и аэродрома. Управление должно было осуществляться при участии британского верховного комиссара в Палестине, как представителя мандатной власти. К августу 1921 года оформилось важное решение Великобритании отделить Трансиорданию от Палестины, и был разработан 25-й параграф проекта мандата, позволивший отменить положение декларации Бальфура применительно к территории Эмирата. 24 июля 1922 года он был принят Советом Лиги Наций. Одним из направлений внешнеполитической деятельности правителя Трансиордании стала палестинская, основанная на стремлении монарха расширить свои владения на запад. Для этого имелся ряд существенных причин. Иерусалим с его древней историей и святынями ислама, выход к Средиземному морю, людские и экономические ресурсы. В ходе Иерусалимской встречи с Черчиллем в марте 1921 года эмир Абдалла высказал желание включить в число своих владений Палестину, и несмотря на то, что получил недвусмысленный отказ, никогда не оставлял попыток обрести желаемое путем тонкого диалога с тремя сторонами – Соединенным Королевством, сионистами и палестинскими арабами. По иронии судьбы, трансиорданскому правителю оказалось куда сложнее договориться с палестинскими националистами, в большинстве своем не желавшими идти на диалог с союзником Великобритании, чем с лидерами еврейского общества Палестины,
которые хотя и не видели необходимости отдавать себя во власть правителя-араба, тем не менее имели заинтересованность в обретении партнера в регионе. Постепенно арабо-еврейское противостояние в Палестине усиливалось. К 1929 году антисионистские выступления получили политический антибританский оттенок, а вскоре против мандатных властей, обвинявшихся в пренебрежении правами палестинского арабского населения, начинают применяться террористические методы борьбы. Все политические партии движения арабской Палестины в той или иной степени были ориентированы на сопротивление еврейской эмиграции и непризнание мандатных властей. Внутри этой общей идеологической канвы разворачивались политические противостояния двух крупных кланов – Хусейни и Нашашиби. Результатом их борьбы за влияние стало то, что в определенный момент успехи сионистских лидеров в деле объединения еврейской палестинской общины, а также формирования государственных и военных структур начали существенно превосходить достижения арабов на соответствующих направлениях. Непримиримым противником захватнических планов Абдаллы ибн аль-Хусейна выступил лидер палестинских националистов иерусалимский муфтий Хадж Амин аль-Хусейни, возглавлявший Высший исламский совет Иерусалима. В апреле 1936 года он был избран главой Высшего арабского комитета Палестины, ставшего руководящим органом национального арабо-палестинского движения. Политическим оппонентом муфтия и сторонником интересов эмира Абдаллы выступала партия национальной обороны с арабского Хизб аб-Дифа аль-Ватани, созданная в декабре 1934 года. Структуру возглавлял один из крупнейших землевладельцев Палестины Рагиб ан-Нашашиби. Первой масштабной акцией комитета стала всеобщая забастовка арабского населения Палестины в знак протеста против политики мандатных властей и роста еврейской эмиграции. Следуя необходимости снизить напряженность обстановки, Великобритания инициировала совместное обращение 9 октября 1936 года 4 арабских монархов – королей Ирака, Саудовской Аравии, эмира Трансиордании и имама Йемена к Высшему арабскому комитету. Оно содержало призыв прекратить забастовку и восстание, полагаясь на благие намерения нашего друга правительства Великобритании, подкрепленный обещанием продолжить поддержку палестинских арабов. Инициатива имела успех, и уже 11 октября забастовка прекратилась. В том же 1936 году британское правительство направило в Палестину специальную комиссию во главе с бывшим государственным секретарем Великобритании по делам Индии лордом Уильямом Пилем в целях исследования положения дел на месте. С 1937 по 1939 года вспыхнуло новое арабское восстание. Банды, действовавшие в этот период, в большой степени были теми же бандами, которые бесчинствовали в 1936 году. Только на этот раз к ним присоединились многие крестьяне-феллахи. Эти банды действовали в основном в городах со смешанным населением. Во-первых, чтобы затруднить работу британской полиции по опознанию и поимке террористов. А во-вторых, чтобы отомстить арабам-горожанам, в прошлом с презрением относившимся к сельским жителям. У арабских банд не было никакого общего руководящего органа, и то, что происходило, представляло собой настоящую анархию. Банд были сотни, и у каждой из них было свое руководство. Все они занимались антибританским и антиеврейским террором, нападали на полицейские участки, железные дороги, устраивали засады, убивали британских чиновников, грабили правительственные учреждения, мешали работе транспорта. В результате антиеврейского террора, развязанного арабскими бандами, погибло 520 евреев. Англичане объявили военное положение по всей стране. Были созданы полевые суды, имевшие право приговаривать к смерти любого вооруженного человека. Британская армия разрушала дома, служившие убежищем террористам. Были созданы специальные лагеря, в которых находилось под арестом около 2000 арабов. Транспортное сообщение стало контролироваться. Всех пассажиров проверяли. В арабской среде усилились умеренные настроения. Многие арабы стали сражаться против бандитов на стороне англичан. Главари банд погибли. Их люди, лишенные руководства, скитались по стране, убивая своих соплеменников и вымогая деньги у крестьян. В марте 1939 года восстание окончательно прекратилось. 22 июня 1937 года был опубликован доклад. В результате расследования британская политика была признана неэффективной и был рекомендован раздел Палестины на два государства – арабское и еврейское.
при этом объединив арабскую часть Палестины с Трансиорданией. Доклад вызвал новый всплеск восстания палестинских арабов, достигшего своей кульминации в середине 1938 года. Хадж Амин аль-Хусейни категорически отверг право на существование еврейского государства и выдвинул идею образования единого арабского государства на всей территории Палестины. Поскольку арабо-еврейское противостояние переросло в недовольство мандатными властями, британская политика на этом направлении подверглась пересмотру. В ноябре 1938 года правительство Соединенного Королевства опубликовало заявление о политике в Палестине, основанной на отказе от принципа раздела, и пригласило представителей арабов Палестины, соседних стран и евреев к участию в конференции для обсуждения будущего Палестины, которая началась в Лондоне 7 февраля 1939 года. Однако предпринятые шаги имели обратный эффект и повлекли дальнейшее ухудшение отношений западной державы как с арабами, так и с сионистами. Предложенный на лондонской конференции проект федеративного государства был отвергнут и Хаджем Амином аль-Хусейни, представлявшим палестинских арабов, и еврейскими делегатами. Публикация 17 мая 1939 года так называемой «Белой книги», подчеркивавшей необходимость ограничения потока еврейской эмиграции в Палестину, встретила негодование среди еврейского сообщества. В 1939 году уже обозначилась угроза новой войны. В частности, в Белой книге были пункты об ограничении продажи земли евреям, а также была введена квота на эмиграцию евреев в размере 75 тысяч человек на ближайшие 5 лет. Считается, что эти ограничения привели, в числе прочих причин, к большим жертвам среди европейских евреев во время Холокоста. А тем временем нацистская Германия уже вовсю готовилась к реваншу не только с военной точки зрения, но и в плане идеологии и пропаганды. Побежденная в ходе Первой мировой войны Германия не собиралась отказываться от участия в ближневосточных делах, хотя формы этого участия изменились. Так, если Германская империя делала ставку на одновременное экономическое и военно-политическое проникновение на Ближний Восток, то Веймарская республика стремилась прежде всего к развитию торгово-экономических, а также культурных связей со странами региона. Ближневосточную политику нацистской Германии можно было бы определить формулой «масштабность в целях, ограниченность в средствах». Имеется в виду не только очевидная из-за военного поражения ограниченность возможностей для более активной политики в регионе, но и сознательное сдерживание этой активности из тактических соображений. С одной стороны, нацисты вполне осознавали стратегическую ценность этого региона, расположенного между Африкой и Индией, обладавшего большими запасами нефти и представлявшего наиболее подходящий для нанесения сокрушительного удара по Британской империи. С другой, явная одержимость Европой Гитлера, признание прочности британских позиций на Ближнем Востоке и недооценка потенциала арабского национально-освободительного движения приводили к тому, что этот регион рассматривался руководством Третьего Рейха не как основная, а как вспомогательная арена для решительных действий против Британии. Поэтому нацистская Германия вплоть до начала Второй мировой войны проводила весьма осторожную политику на Ближнем Востоке, стремясь к упрочнению собственных позиций в регионе таким образом, чтобы не вступать в открытую конфронтацию с Великобританией и Францией, а также сохранить в качестве главного союзника фашистскую Италию, не скрывавшую своих великодержавных амбиций в Средиземноморском бассейне. В сентябре 1936 года во время встречи Гитлера и Муссолини была достигнута договоренность о разделе сфер влияния, согласно которой за Италией закреплялись Средиземноморье и Арабский мир. Эта договоренность подтверждалась и в дальнейшем. В то же время Германия не собиралась отказываться от реализации своих интересов в этом регионе. В циркуляре о германо-итальянском сотрудничестве, разосланном Министерством иностранных дел Германии 20 августа 1940 года, оговаривалось, что Германия оставляет за Италией руководство в политической организации арабской зоны. В то же время она заинтересована в эксплуатации арабской нефти, обеспечении своих воздушных линий и продолжении археологических работ. Достигнутые договоренности позволяли Германии поддерживать и укреплять союз с Италией, но по мере того, как все более очевидной становилась слабость Италии в экономическом и военных планах, Германия в своей ближневосточной политике все меньше оглядывалась на итальянского союзника. Ближневосточным направлением германской политики, в том числе разработкой и осуществлением пропаганды, занимались несколько ведомств, конкурировавших между собой. Министерство иностранных дел, конкретно арабскими странами, ведал Восточный реферат внешнеполитической службы. Внешнеполитическая служба НСДАП
и Бюро Риббентропа, образованное в 1934 году, Министерство народного просвещения и пропаганды во главе с Геббельсом и иностранный отдел военного министерства. Представители этих ведомств высказывали разные, нередко противоположные взгляды на политику Германии в регионе. В германской пропаганде, направленной на Ближний Восток, условно можно выделить два содержательных пласта. К первому относился тезис о сходстве интересов и отчасти даже положении Германии и арабского мира в постверсальский период. Ко второму – тезис об отсутствии между ними каких-либо идейных расхождений. Более того, предпринимались попытки обоснования идейной близости между исламом и национал-социализмом. Наиболее существенным ресурсом, который могла задействовать нацистская Германия на Ближнем Востоке, являлось арабское национально-освободительное движение, направленное против англо-французского засилья в регионе. Принцип «враг моего врага – мой друг» мог стать приемлемой основой для взаимодействия между нацистским руководством и представителями арабской политической элиты. Нацистское руководство подчеркивало, что Германия, как и арабы, является жертвой Версаля. Отсюда делался вывод о необходимости совместных усилий, направленных против держав-победительниц. Германия претендовала на то, чтобы возглавить освободительное антиимпериалистическое движение арабов, всячески подчеркивая при этом отсутствие устремлений к территориальным захватам на Ближнем Востоке. Германия, по замыслу нацистского руководства, должна была предстать не только внутри страны, но и за ее пределами, в том числе и в арабском мире, мощной страной, сплоченной единой идеологией и руководящим партийно-государственным аппаратом, во главе с фюрером, быстро развивающейся экономически и проводящей успешную внешнюю политику, страной, возвратившей себе статус великой державы. Нацистские идеологи не без основания полагали, что германская модель возрождения сильного государства, воплощенная в Третьем Рейхе, обладает притягательностью для значительной части политической и интеллектуальной элиты стран Востока. Пропагандистская деятельность держав оси через германо-итальянские радиостанции, прессу, литературу, местных и засланных агентов особенно интенсивно развернулась на Ближнем Востоке и в Северной Африке накануне Второй мировой войны. Германия в преддверии наступления на Ближний Восток была заинтересована в максимальном использовании потенциала арабского недовольства. В соответствии с принятым 11 июня 1941 года планом «Ориент», это наступление планировалось предпринять после разгрома основных сил Советского Союза по трем направлениям: из Ливии в Египет, из Болгарии через Турцию в Сирию и Ирак и через Кавказ в Иран. Важнейшей составляющей германской пропаганды на Ближнем Востоке стали радиопередачи на арабском языке из Германии, которые начались относительно поздно, в апреле 1939 года. Программы состояли из подробного изложения отрывков из Корана, арабской музыки, арабских литературных текстов и политических комментариев. Транслировались также выдержки из речей Гитлера. Одна из основных задач нацистской пропаганды в преддверии Второй мировой войны и после ее начала состояла в воспрепятствовании мобилизации арабов Северной Африки и Ближнего Востока в британские и французские колониальные военные формирования, а также в провоцировании мятежей и дезертирства внутри этих подразделений. Немецкое радио называло арабских бойцов пушечным мясом, козлами отпущения в империалистической войне, никак не связанной с их национальными устремлениями. Пропагандистская активность держав оси заставляла Великобританию предпринять ответные шаги в этом направлении. С сентября 1939 года на волне BBC начало вещание «Радио Лондон» на арабском языке. Оно также транслировало выдержки из Корана, что должно было внушить арабским слушателям мысль о том, что Великобритания признает важнейшие основы их культуры. Акцент в английской пропаганде делался на то, что Великобритания осуществляет цивилизаторскую миссию и несет прогресс человечеству, олицетворяет собой добро, которому противостоит воплощенное зло тоталитарных сил – Германия, Италия, Япония, жаждущих крови и стремящихся всеми средствами к военному столкновению и рабству народов. С началом Второй мировой войны пропагандистская активность Германии на Ближнем Востоке возрастает. Новое качество приобретают и ее содержательные характеристики. Во многом благодаря сотрудничеству немецких пропагандистских служб с влиятельными арабскими политическими иммигрантами, перебравшимися в Берлин. Наиболее яркой фигурой среди них был великий муфти Иерусалима Мухаммеда Амин аль-Хусейни, претендовавший на то, чтобы представлять в Берлине интересы всего арабского мира. Германский посол в Египте Шторер в записке статс-секретарю Вайтзекеру в ноябре 1941 года указывал на большие возможности, которые открывают для германской пропаганды в исламском мире сотрудничество с Хусейни. К примеру,
Коран содержит ряд сур, отмечал он, которые каждый знаток ислама может истолковать как пророческие слова, указывающие на появление фюрера. Но кто же такой Хадж Амин аль-Хусейни? Аль-Хусейни родился в Иерусалиме в конце 19 века в богатой и влиятельной семье. Учился в Иерусалиме, Каире и Стамбуле, а в 1910 году был призван в армию Османской империи. После Первой мировой войны Аль-Хусейни разыскивался мандатными властями и был заочно приговорен к 15 годам тюрьмы за организацию беспорядков в Иерусалиме в апреле 1920 года. В августе того же года он был помилован, а в мае 1921 года британский верховный комиссар Герберт Сэмюэл назначил его муфтием Иерусалима. Заняв эту должность, Аль-Хусейни приобрел значительный политический вес, оставаясь крупным религиозным и политическим деятелем. В качестве президента, учрежденного им самим в конце 1931 года Исламского конгресса, Аль-Хусейни завоевал огромное влияние в арабско-мусульманском мире, где выступал политиком первого ранга, соратником многих арабских лидеров своего времени. Одна из главных проблем, с которыми столкнулось палестинское движение – клановая борьба, в том числе в самом Иерусалиме, в эпицентре которой стояли два семейства. Семье муфти Аль-Хусейни противостоял клан Ан-Нашашиби. Это противостояние не только ослабляло национальное движение, но и вело к расколу палестинского народа. Лишь благодаря харизматичности и политическому удару муфтия Аль-Хусейни палестинцы обрели единую национальную платформу. В 1936 году он занял пост председателя Верховного арабского комитета, который сыграл центральную роль в арабском восстании 1936-1939 годов, спровоцированном совершенным британцем в 1935 году убийством шейха из ад-Дина аль-Кассама и последующим убийством двух евреев в апреле 1936 года. В 1937 году, после того как британское правительство объявило комитет вне закона, Аль-Хусейни был вынужден бежать из подмандатной Палестины. Несмотря на отъезд муфтия в начале войны в 1939 году в Ирак, оттуда в Рим, а затем в Берлин, Аль-Хусейни остался в фокусе событий, в том числе в отношениях между палестинским движением и Германией. В период между двумя мировыми войнами Германия пользовалась известной поддержкой палестинцев, особенно в тех политических кругах, которые надеялись с ее помощью обрести независимость от Англии. В начале Второй мировой войны существовала опасность того, что Ближний Восток будет оккупирован войсками оси. Аль-Хусейни рассчитывал достичь с опорой на державу оси двух главных целей. Во-первых, добиться независимости арабских стран, в первую очередь Ирака, Сирии, Иордании и Палестины. И во-вторых, создать арабский легион, который сражался бы на стороне оси, а в будущем стал бы единой ударной силой арабов. В период с 1941 по 1943 года муфтий часто посещал Рим и Берлин, и к 1943 году его связи с верхушкой оси заметно окрепли. Он сблизился с Гиммлером, который даже предоставил ему офис недалеко от своего. В Германии муфтий вызывал шумное восхищение Гитлера, который отмечал его сверхъестественный интеллект и мудрость. Его зеленоватые глаза производят на собеседника неизгладимое впечатление, утверждал фюрер. Возможно, он в большей степени ариец и даже принадлежит к выдающемуся римскому семейству. Доктор Джаляль аль-Цухуфи аль-Мисри, живший во время войны в Германии, писал: «Странно, что по мере того, как участились поражения немцев и Германия приближалась к своему концу, муфтий все больше сотрудничал с ней. Он хранил ей преданность, словно не замечал лживость Розенберга и Гиммлера». Отвергая все обвинения, Аль-Хусейни объяснял этот выбор интересами своей общины. Победа англичан означала бы для него потерю Палестины. Восхваляя Германию, он утверждал, что она никогда не оккупировала арабские страны и не имела колонизаторских устремлений в арабском мире. Муфтий всячески поддерживал усилия оси во имя независимости арабов. Он помогал рекрутировать боснийских мусульман в германскую армию, привлекая даже тех, которые прежде сражались за Англию. Он пытался создать арабский легион, чтобы выбить британцев из Палестины. Беспримерная лояльность муфтия Аль-Хусейни Германии, в победу которой он верил до последнего, объяснялась, вероятно, следующими причинами. Первое. Муфти Иерусалима искренне полагал, что его сотрудничество с Германией поможет осуществлению целей арабов на пути к свободе. Между тем, оказавшись вдали от Палестины и войны ее кланов, он был вовлечен в другую войну,
со своим недавним другом, премьером Ирака Рашидом Аль-Гайуани, с которым он сотрудничал, пока находился в Багдаде, и который возглавил антибританский переворот в апреле 1941 года. Муфти отверг и попытку, предпринятую в 1941 году премьер-министром Ирака Нури Саидом, чтобы свести его с Англией. Аль-Хусейни отказался встретиться с британским представителем Кэмпом, прибывшим в Ирак, чтобы договориться с ним. Очевидно, что главными мотивами поведения муфтия были тогда его вера и идеология. Другим возможным объяснением дружбы муфтия с Германией была его убежденность в победе последней, а также полученные им сведения о том, что немцы завершают создание нового оружия. По мнению Джаляля Аль-Мисри, агенты СС специально сообщили муфтию об этом оружии, дабы удержать его на своей стороне. Действительно, Германия производила тогда испытания ядерного оружия на востоке страны. При приближении советских войск соответствующие предприятия были переведены на побережье Балтийского моря, где посланная союзниками авиация уничтожила их. Ряд немецких ученых был захвачен. Не зная, правда, об этом оружии, муфтий верил нацистам и враждебно принимал всякого, кто твердил о неизбежности поражения Рейха. Третье. Немцы играли на вере и идеологии муфтия, заявляя ему, что ислам близок к нацизму. Об этом, например, говорил Розенберг, один из идеологов-экстремистов, враждебных всякой религии, уверявший муфтия, что им создана особая комиссия по изучению общего между исламом и нацизмом. Четвертое. Муфтий принадлежал к одному из знатных родов не только в Иерусалиме, но и на Арабском Востоке, где муж семейства почитался его опорой, хребтом. Эти мотивы личного достоинства стали причиной его разногласий с Рашидом Аль-Гайуани. Арабскую нацию, по его мнению, должен был возглавить признанный лидер. Глава семьи у арабов, которого по традиции именуют шейхом, старейшиной, должен отвечать за все решения, иметь право последнего слова. Пятое. Как духовный лидер Иерусалима, глава клана Аль-Хусейни, муфти имел большую силу и ответственность. Понимая, что Британия не даст ему такой власти, он видел в Германии единственную державу, которая позволит ему сохранить ее. Безусловно, в этом был личный интерес, так как если бы муфти не бежал в Германию, это означало бы конец его политических амбиций. Сам он не отделял личные интересы от общенациональных, избрав ареной своих выступлений Германию и Италию, где был признан первым лицом, вождем арабов и мусульман. Именно на этом основании муфти разошелся с Аль-Гайуани. «Интересы моего народа заставили меня сделать этот выбор», — говорил ему муфтий. Ну и шестое. В Германии муфтия осыпали похвалами. И Гитлер, и самый мелкий чиновник, превозносивший его как героя борьбы против Британии и сионизма. Это лесть, признание его силы. Именно то, чего не хватало муфтию. В 1943 году, когда укрепились его связи с Гиммлером, он получил то, в чем особенно нуждался – признание его вождем арабов, что и удерживало его на стороне немцев до самого конца. Муфтий искренне полагал, а нацисты, особенно Гиммлер, убеждали его в этом, что поражение немецких войск – лишь временные трудности на пути к победе. Он до конца верил нацистам. «Я сам принял решение о поездке в Германию, так как у меня не было выхода, ибо империалисты и сионисты оккупировали мою родину». Он не терял надежды в 1945 году, оставаясь в Германии до последнего момента, и лишь с падением Берлина бежал с помощью немцев в Швейцарию. Пропагандистские усилия нацистов достигли наибольшей интенсивности в период успешного наступления африканского корпуса генерала Роммеля в Египте, продвинувшегося до Эль-Аламейна, всего в 100 километрах от Александрии. В самом Египте сторонники Держа-Фаси, пользуясь симпатиями короля Фарука, готовили профашистский переворот, а фашистская агентура открыто уверяла египтян, что Гитлер – прямой потомок пророка Мухаммеда, что он принял мусульманство и что его заветная цель – освободить все арабские народы от чужеземного господства. Оригинальной находкой нацистских пропагандистов стали распространявшиеся в Северной Африке своеобразные листовки в виде банкнот, американских долларов и английских фунтов стерлингов, одна сторона которых соответствовала оригиналу, а на другой был напечатан текст на арабском языке, призывавший население бороться с англичанами, американцами и евреями. Использование долларов и фунтов стерлингов, главных символов американского и британского богатства и мощи, в качестве пропагандистских листовок не случайно. В этом просматривается попытка развенчать, десакрализировать эти символы, показать, что они не являются чем-то ценным, а могут использоваться в качестве лищей бумаги и валяться на земле.
Возможно, авторы этой идеи стремились сформулировать устойчивую ассоциацию, связанную с тем, что доллар или фунт стерлингов – это подделка, а следовательно, вся американская и британская мощь основана на обмане. Был здесь и более практичный расчет на то, что люди, увидев банкноты, обязательно подберут их, а значит и прочитают пропагандистский текст. Анализ некоторых текстов, переведенных с арабского на английский язык, позволяет выделить ключевые концепты, посредством которых нацистские пропагандисты рассчитывали повлиять на умы и сердца арабских читателей. Главным основополагающим элементом этих текстов было обращение к исламу. Некоторые из листовок начинались со слов «братья-мусульмане». Для наших братьев-мусульман, мусульмане Северной Африки. Листовки призывали к борьбе, которая угодна Богу. Бог с людьми, которые борются. К защите своих стран и поддержке братьев-мусульман в других странах. Сыновья Марокко, Алжира и Туниса, знаете ли вы о борьбе мусульман в Палестине и Сирии, которые объявили войну против евреев, которые жили там как животные в течение нескольких лет? Они не хотят, чтобы евреи захватили их собственность, поля, коров и так далее, врасплох или силой, а после украли их свободу и достоинство. Враги евреи, американцы и англичане прежде всего являются врагами и угнетателями ислама и мусульман. Помните, о мусульманские братья, что кровь ваших братьев течет рекою, чтобы увеличить состояние этих господствующих грабителей, которые паразитируют на землях Аллаха и его преданных последователей. Они богаты, лживы и с помощью своего богатства и обмана стремятся подчинить себе весь мир. Для нашего брата-мусульманина банкноты изображают то, с помощью чего англичане и американцы стремятся поработить мир. На одной из банкнот был изображен череп, под которым был помещен следующий текст. «Лицо это сияет золотом, но оно скрывает трагедию. Оно полно обещаний, но за ними следует оккупация и конфискация земли». Образы врагов наделялись и другими негативными характеристиками. Они, не колеблясь, разжигали огонь войны в исламских странах из-за своей жадности и эгоизма. Они не имеют никакого отношения к религии, стремятся к порабощению людей и долговременной колониальной оккупации, приводящей к разрушению всех традиций. С оборотной стороны одного из поддельных фунтов стерлингов была надпись, предрекавшая быстрый и неизбежный закат Британской империи, происходящий по воле Аллаха. Признаки распада. Если вы осмотрите эту банкноту, то вы вспомните время, когда она стоила в ярком солнечном золоте в 10 раз больше своей текущей стоимости. Это потому, что в то время сила и богатство могучей Британской империи поддерживали такие банкноты. Но это величие исчезает, как ценность этого ничего не стоящего листка бумаги. С каждым мимолетным днем этой инспирированной Британией войны исчерпывается сила империи. День приближается, когда даже нищие на улице откажутся от британской банкноты даже в качестве подарка. Действительно, Аллах пожелал распада Великобритании, который, несомненно, произойдет. Образы врагов подчас сливаются в единый образ врага. Помните, что англо-американцы ненавидят тебя так же, как евреи. Они действуют и вместе, и по отдельности. Их положение относительно друг друга может замещаться. Так, евреи являются агентами преступных англо-американцев. С другой стороны, евреи дают им деньги на продолжение войны. В подобном же обвинительном ключе была выстроена и радиопропаганда на арабском языке. Великобритания обвинялась в разрушении арабского единства, передаче Палестины евреям и допуске коммунистов в Иран и Ирак. К тому же, британцы, по утверждению нацистских пропагандистов, были язычниками, подобно доисламским арабам и естественными врагами ислама. Советский Союз, названный еврейско-коммунистической державой в центре Европы, объявлялся носителем варварства и коммунистической угрозы. К тому же, советская власть обвинялась в угнетении мусульман, живущих в СССР. Эта пропаганда стала плодом совместной работы нацистских чиновников и арабских эмигрантов, которые сообща искали пути идеологического сближения, точки соприкосновения в противодействии общему врагу. И те, и другие, по мнению американского исследователя Джеффри Херфа, пошли по пути радикализации собственных прошлых традиций. Главным образом это касалось традиций антисемитизма. В ходе совместной пропагандистской деятельности были усилены те элементы исламской традиции, которые были направлены против евреев, а также в нее были привнесены идеи и образы радикализированного европейского нацистского антисемитизма.
Прежде всего, в арабо-исламскую антиеврейскую традицию была привнесена расовая компонента. Так, в арабской радиопередаче из Берлина 29 января 1944 года утверждалось, что различие между арабами и евреями проходит по линии не только религий, но и рас. В то время как арабы были чрезмерно щедры, евреи были подло скупы. В то время как арабы храбры и воинственные, евреи трусливы и боязливы. Различие между двумя расами было причиной устойчивой вражды, которая всегда существовала между ними. Мы поэтому полагаем, что эта вражда и борьба между арабами и евреями будет всегда поддерживаться, пока одна из двух рас не будет уничтожена. Эта борьба или война между арабами и евреями основана на верованиях, и такие конфликты не могут закончиться иначе, кроме как уничтожением одной из сторон. Мы должны также признать, что ответственность за эту расовую войну между арабами и евреями лежит на плечах евреев. Особенности арабов, их великодушие, бескорыстность и готовность к самопожертвованию не могли привести к войне. Представленное здесь понимание враждебности арабов и евреев удивительно точно соответствует нацистскому пониманию враждебности германской и еврейской рас. Та же противоположность качеств двух рас. Отсюда их непримиримая враждебность, якобы проходящая через всю историю их взаимоотношений. То же обоснование необходимости борьбы до полного уничтожения одной из рас и такое же снятие ответственности себя и перенос ее на враждебную сторону. Другим привнесенным в арабское массовое сознание компонентом была теория заговора, в соответствии с которой во всех бедах мусульман, начиная со времен пророка Мухаммеда, были виноваты евреи. Таким образом, населению Ближнего Востока преподносилось универсальное и простое объяснение происходящих событий. Антисемитизм, антиимпериализм и антикоммунизм стали главными темами нацистской пропаганды на Ближнем Востоке. Обеспечивая негативную основу союза между нацистами и арабскими националистами, позитивной же основой призвана была стать близость ценностей ислама и национал-социализма и вековая немецко-арабская дружба. В радиопередачах из Берлина настойчиво повторялось, что ценности ислама, такие как благочестие, послушание, общность, единство, противостоящие скептицизму, индивидуализму и разделению, были сходны с ценностями нацистской Германии. Иерусалимский муфти подчеркивал, что Германия никогда в своей истории не нападала на мусульманскую страну и не была недружественно настроена по отношению к мусульманам. Американский посол в Египте Александр Кирк отмечал в апреле 1942 года, что нацистская пропаганда подчеркивала естественную симпатию стран оси к арабам и их великой цивилизации, единственной сопоставимой с цивилизацией, введенной новым порядком в Европе, которая теперь подавляется британским империализмом, большевистским варварством, еврейской жадностью и, наконец, американским материализмом. Вместе с тем, германской пропаганде на Ближнем Востоке были присущи не только несомненные успехи, но и не менее очевидные трудности. Германии постоянно приходилось уверять лидеров арабского мира и арабскую общественность в том, что ни она, ни ее ближайшая союзница Италия не имеют захватнических планов на Ближнем Востоке. Сделать это было довольно трудно на фоне затяжных войн Италии в Ливии и Эфиопии и активного экспансионизма в регионе самой Германии. Арабских националистов, даже прогермански настроенных, настораживали и некоторые идеологические постулаты нацистов. Это относится прежде всего к расовой теории. В расовой пирамиде нацистов арабам отводилось место у самого ее основания. Нюрнбергские расовые законы 1935 года, рассматриваемые арабами как направленные на дискриминацию неарийцев, вызвали испуг в Египте. Египетские представители угрожали бойкотом Берлинской Олимпиады 1936 года. Нацистские официальные лица прилагали большие усилия, чтобы убедить арабскую аудиторию в том, что их расовая теория и ее практическое воплощение не были основаны на биологическом расизме, обращенном против неарийцев или семитов вообще, но распространялись исключительно на евреев. Во Второй мировой войне евреи выбрали сторону союзников и СССР. Конечно, нельзя говорить, что абсолютно все евреи были против оси. Согласно статье «Независимое военное обозрение», в гитлеровской армии воевали около 150 тысяч солдат и офицеров еврейского происхождения, а, например, у Эрхарда Мильха отец был евреем. В то же время Эрхард Мильх был генералом-фельдмаршалом, генеральным инспектором Люфтваффе и заместителем Германа Геринга, рейхсминистра авиации. Все та же статья от военного обозрения приводит следующие истории, которые на первый взгляд кажутся абсурдными.
Сотни мишлинги, люди, родившиеся в смешанном браке арийца и неарийца, были награждены за храбрость железными крестами. 20 солдат и офицеров еврейского происхождения были удостоены высшей военной награды Третьего рейха – рыцарского креста. Впрочем, многие ветераны вермахта жаловались, что начальство неохотно представляло к орденам и тянуло с продвижением в чине, памятуя об их еврейских предках. Долгое время нацистская пресса помещала фотографию голубоглазого блондина в каске. Под снимком значилось «Идеальный немецкий солдат». Этим арийским идеалом был боец вермахта Вернер Голдберг с папой-евреем. Майор вермахта Роберт Борхард получил рыцарский крест за танковый прорыв Советского фронта в августе 1941 года. Затем он был направлен в африканский корпус Роммеля под Эль-Аламейном, попал в плен к англичанам. В 1944 году ему разрешили приехать в Англию для воссоединения с отцом-евреем. В 1946 году Борхард вернулся в Германию, заявив своему еврейскому папе: «Кто-то же должен отстраивать нашу страну». В 1983 году, незадолго до смерти, он рассказывал немецким школьникам: «Многие евреи и полуевреи, воевавшие за Германию во Вторую мировую, считали, что они должны честно защищать свой фадерланд, служа в армии». Полковник Вальтер Холландер, чья мать была еврейкой, получил личную грамоту Гитлера, в которой фюрер удостоверял арийство этого галахического еврея. Галаха – традиционное еврейское законодательство, в соответствии с которым евреем считается рожденный от матери еврейки. Такие же удостоверения о немецкой крови были подписаны Гитлером для десятков высокопоставленных офицеров еврейского происхождения. В годы войны Холландер был награжден железными крестами обеих степеней и редким знаком отличия – золотым немецким крестом. В 1943 году он получил рыцарский крест, когда его противотанковая бригада в одном бою уничтожила 21 советский танк на Курской дуге. Когда ему дали отпуск, он поехал в Рейх через Варшаву. Именно там он был шокирован видом уничтожаемого еврейского гетто. На фронт Холландер вернулся сломленным. Кадровики вписали в его личное дело «слишком независим и малоуправляем», зарубив его повышение до генеральского чина. Кем же были мишлинги вермахта? Жертвами антисемитских преследований или сообщниками палачей? Жизнь часто ставила их в абсурдные ситуации. Один солдат с железным крестом на груди приехал с фронта в концлагерь Заксенхаузен, чтобы проведать там своего отца-еврея. Офицер СС был шокирован этим гостем. «Если бы не награда на твоем мундире, ты бы у меня быстро оказался там, где твой отец». А вот история 76-летнего жителя ФРГ, стопроцентного еврея. В 1940 году ему удалось бежать из оккупированной Франции по поддельным документам. Под новым немецким именем его призвали в Waffen-СС, отборные боевые части. «Если я служил в немецкой армии, а моя мать погибла в Освенциме, то кто я, жертва или один из преследователей?» Часто спрашивает он себя. Немцы, испытывающие вину за содеянное, не хотят слышать о нас. Еврейская община также отворачивается от таких, как я, ведь наши истории противоречат всему, что привыкли считать Холокостом. В 1940 году всем офицерам, имевших двух еврейских дедушек или бабушек, было приказано покинуть военную службу. Те, кто был запятнан еврейством только со стороны одного из дедушек, могли остаться в армии на рядовых должностях. Но реальность была иной. Эти приказы не выполнялись. Поэтому их безрезультатно повторяли раз в год. Частыми были случаи, когда немецкие солдаты, движимые законами фронтового братства, скрывали своих евреев, не выдавая их партийным и карательным органам. Известно 1200 примеров службы мишлинги в вермахте, солдат и офицеров с ближайшими еврейскими предками. У 1000 из этих фронтовиков были уничтожены 2300 еврейских родственников, племянники, тети, дяди, дедушки, бабушки, матери и отцы. В январе 1944 года кадровый отдел вермахта подготовил секретный список 77 высокопоставленных офицеров и генералов, смешанных с еврейской расой или женатых на еврейках. Все 77 имели личные удостоверения Гитлера о немецкой крови. Среди перечисленных в списке 23 полковника, 5 генерал-майоров, 8 генерал-лейтенантов и 2 полных генерала. Этот список могла бы дополнить одна из зловещих фигур нацистского режима – Рейнхард Гейдрих, любимец фюрера и глава РСХА, контролировавший гестапо, криминальную полицию, разведку и контрразведку. Всю свою жизнь, к счастью недолгую, он боролся со слухами о еврейском происхождении. Гейдрих родился в 1904 году в Лейпциге,
в семье директора консерватории. Семейная история гласит, что его бабушка вышла замуж за еврея вскоре после рождения отца, будущего шефа РСХА. В детстве старшие мальчишки били Рейнхарда, обзывая его евреем. Именно Гейдрих провел в январе 1942 года Ванзейскую конференцию для обсуждения окончательного решения еврейского вопроса. В его докладе говорилось, что внуки еврея рассматриваются как немцы и не подлежат репрессиям. Говорят, что однажды, вернувшись ночью домой вдребезги пьяным, он включил свет, увидел свое изображение в зеркале и дважды выстрелил в него из пистолета со словами «мерзкий еврей». Классическим примером скрытого еврея в элите Третьего Рейха можно считать фельдмаршала авиации Эрхарда Мильха. Его отцом был еврей-фармацевт. Из-за еврейского происхождения его не приняли в Кайзеровские военные училища, но начавшаяся Первая мировая война открыла ему доступ в авиацию. Мильх попал в дивизию знаменитого Рихтгофена, познакомился с молодым Герингом и отличился при штабе, хотя сам на аэропланах не летал. В 1929 году он стал генеральным директором Люфтганзы, национального авиаперевозчика. Ветер уже дул в сторону нацистов, и Мильх бесплатно предоставлял самолеты для лидеров НСДАП. Эта услуга не забывается. Придя к власти, нацисты заявляют, что мать Мильха не вела половую жизнь со своим мужем-евреем, а истинный отец Эрхарда – барон фон Бир. Геринг долго смеялся по этому поводу. «Да, мы сделали Мильха ублюдком, но ублюдком аристократическим». Еще один афоризм Геринга по поводу Мильха: «В своем штабе я сам буду решать, кто у меня еврей, а кто нет». После войны Мильх 9 лет отсидел в тюрьме, затем до 80-летнего возраста работал консультантом концернов Fiat и Thyssen. Абсолютное большинство ветеранов вермахта говорят, что, идя в армию, они не считали себя евреями. Эти солдаты старались своей храбростью опровергнуть нацистскую расовую болтовню. Гитлеровские солдаты тройным рвением на фронте доказывали, что еврейские предки не мешают им быть хорошими немецкими патриотами и стойкими воинами. Я не буду решать, кем были эти люди – жертвами обстоятельств или пособниками палачей. Вместо этого, уважаемые зрители, предлагаю обсудить это в комментариях, но прошу не переходить на личности и сохранять правила приличия. Ведь, как известно, в дискуссии рождается истина. А тем временем Холокост набирал обороты. В период с 1933 по 1945 года преследование евреев в нацистской Германии развивалось и становилось все более радикальным. Кульминацией этой радикальной позиции стало массовое убийство 6 миллионов евреев. Придя к власти в Германии, нацисты не сразу начали совершать массовые убийства. Однако они быстро воспользовались своими полномочиями и исключили евреев из немецкого общества, сделав их мишенью преследований. Помимо прочих антисемитских мер, нацистское правительство Германии принимало дискриминационные законы и использовало насильственные действия в отношении евреев в Германии. Нацисты обвиняли евреев в том, что они являются причиной социальных, экономических, политических и культурных проблем в Германии. В частности, они обвиняли евреев в поражении Германии в Первой мировой войне. Некоторые немцы были согласны с этими заявлениями нацистов. Гнев из-за поражения в войне и последовавшие за ней экономические и политические кризисы способствовали росту антисемитизма в немецком обществе. Шаткое положение Германии в период Веймарской республики, существовавшей с 1918 по 1933 года, страх перед коммунизмом и влияние Великой депрессии также способствовали принятию многими немцами нацистских идей, включая антисемитизм. Пропаганда нацистской Германии работала не только на взрослых, но и на детей, в том числе дошкольников. Вот, например, нацистская настольная игра под названием «Юденраус» – «Евреи вон». В настолке не нужно было сжигать заключенных в концлагерях, но общий дух этой игры был понятен. Игроку необходимо было вывести 6 еврейских фигурок из населенного пункта, после чего отправить их в Палестину с точки сбора. Разумеется, во время игры возникали проблемы. Одни скрывались, другие не хотели уезжать в Палестину, у третьих проблемы с документами. Эта настольная игра стала, пожалуй, самой массовой в Германии, и уже с детства немцам прививалась ненависть к евреям. Также была и настольная игра «Ох, как весело быть солдатом». В ней юному жителю Германии рассказывалось о прелестях военной службы. В игре был показан весь процесс призыва, начиная с повестки, медосмотра, получения униформы и так далее. Финалом игры становится участие в боевых действиях и чествование героев. Таким образом, детей уже с малых лет готовили к вступлению в ряды вермахта. Территориальное расширение нацистской Германии началось в 1938-1939 годах.
За это время Германия аннексировала соседнюю Австрию и Судетскую область, а также оккупировала чешские земли. 1 сентября 1939 года нацистская Германия начала Вторую мировую войну, напав на Польшу. В течение следующих 2 лет Германия вторглась и оккупировала большую часть Европы, включая западные районы Советского Союза. Нацистская Германия еще больше расширила свой контроль, заключив союзы с правительствами Италии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Она также провозгласила такие марионеточные государства, как Словакия и Хорватия. Вместе эти страны составляли европейских членов Альянса Оси, в который также входила Япония. К 1942 году в результате аннексий, вторжений, оккупаций и союзов нацистская Германия контролировала большую часть Европы и часть Северной Африки. Нацистский контроль привел к жесткой политике и в конечном итоге к массовым убийствам еврейского населения по всей Европе. В период с 1933 по 1945 года нацистская Германия, ее союзники и сторонники осуществляли целый ряд антиеврейских мероприятий. Политика нацистов отличалась в зависимости от региона, и таким образом не все евреи одинаково пережили Холокост, но во всех случаях миллионы людей подвергались преследованиям только потому, что нацисты идентифицировали их как евреев. На всей территории, контролируемой Германией и ее союзниками, преследование евреев принимало различные формы. Правовая дискриминация в виде антисемитских законов. К ним относились Нюрнбергские расовые законы и множество других дискриминационных законов. Различные формы публичной идентификации и исключения. Сюда входили антисемитская пропаганда, бойкоты принадлежащих евреям коммерческих предприятий, публичное унижение и обязательная маркировка, например, нашивка с еврейской звездой на нарукавной повязке или одежде. Организованное насилие. Наиболее ярким примером является погром «Хрустальная ночь». Были также отдельные инциденты насилия и другие погромы, жестокие беспорядки. Физическое вытеснение. Преступники проводили принудительную эмиграцию, переселение, высылку, депортацию и геттоизацию для физического перемещения евреев и еврейских общин. Интернирование. Нацисты интернировали евреев в переполненные гетто, концентрационные лагеря и лагеря принудительного труда, где многие из них умирали от голода, болезней и других бесчеловечных условий. Повсеместное воровство и грабежи, конфискация имущества, личных вещей и ценностей евреев была ключевой составляющей Холокоста. Принудительный труд. Евреи должны были отбывать трудовую повинность в интересах военных усилий стран оси или для обогащения нацистских организаций, военных или частных предприятий. Множество евреев погибло в результате этой политики. Однако до 1941 года систематическое массовое убийство всех евреев не было целью нацистов. Начиная с 1941 года нацистские лидеры решили осуществить массовое убийство евреев Европы. Они назвали эту операцию «Окончательное решение еврейского вопроса». Нацистская операция «Окончательное решение еврейского вопроса» Endlösung der Judenfrage представляла собой преднамеренное и систематическое массовое убийство европейских евреев. Это был последний этап Холокоста, который проходил с 1941 по 1945 год. Хотя многие евреи были убиты до начала операции «Окончательное решение», подавляющее большинство еврейского народа было убито в этот период. В рамках окончательного решения нацистская Германия совершала массовые убийства в беспрецедентных масштабах. В основном нацисты применяли 2 метода убийства. Одним из них были массовые расстрелы. Немецкие отряды проводили массовые расстрелы на окраинах деревень, поселков и городов по всей Восточной Европе. Другим методом было удушение ядовитым газом. Операции по удушению газом проводились в лагерях смерти и с использованием передвижных газвагенов. Нацисты совершали массовые расстрелы гражданского населения в невиданных ранее масштабах. После вторжения Германии в Советский Союз в июне 1941 года немецкие отряды начали проводить массовые расстрелы местных евреев. Сначала их жертвами были еврейские мужчины призывного возраста. Но к августу 1941 года они начали массово уничтожать целые еврейские общины. Эти убийства часто проводились средь бела дня на виду у местных жителей. Массовые расстрелы были проведены более чем в 1500 городах, поселках и деревнях по всей Восточной Европе. Немецкие отряды, которым было поручено убивать местное еврейское население, перемещались по всему региону, совершая ужасные массовые убийства. Как правило, эти отряды входили в город и собирали вместе все еврейское гражданское население. Затем отводили их на окраину города, заставляли копать братскую могилу или приводили евреев к заранее подготовленным братским могилам.
Затем немецкие войска или местные жители вспомогательного подразделения расстреливали всех мужчин, женщин и детей и сбрасывали их тела в эти ямы, братские могилы. Иногда в этих массовых убийствах использовались специально сконструированные передвижные газвагены. Преступники использовали их для удушения жертв угарным газом. Немцы также проводили массовые расстрелы в специальных центрах убийств, расположенных в оккупированной Восточной Европе. Как правило, они располагались вблизи крупных городов. К данным центрам относились 9-й форт в Ковно, Каунас, Лиса-Румбула и Бикерниеки в Риге и Малый Тростенец под Минском. В этих центрах убийств немцы и их местные сторонники убили десятки тысяч евреев из Каунасского, Рижского и Минского гетто. Они также расстреляли десятки тысяч немецких, австрийских и чешских евреев в этих центрах убийств. В Малом Тростенце тысячи людей также были убиты в газвагенах. К немецким отрядам, совершавшим массовые расстрелы в Восточной Европе, относились Айнзацгруппы, отряды специального назначения СС и полиция, батальоны полиции порядка и подразделения войск СС. Немецкая армия, вермахт, предоставляла этим отрядам материально-техническое обеспечение и рабочие силы. Некоторые подразделения вермахта также проводили массовые расстрелы. Во многих странах в массовых расстрелах участвовали местные вспомогательные подразделения, сотрудничавшие с СС и полицией. Эти вспомогательные подразделения состояли из местных гражданских, военных и полицейских. До 2 миллионов евреев были убиты в массовых расстрелах или в газвагенах на территориях, захваченных у советских войск. В конце 1941 года нацистская Германия начала строить в оккупированной Польше специальные стационарные лагеря смерти, которые также иногда называют лагерями уничтожения или концлагерями. Нацистская Германия построила 5 лагерей смерти – Хелмно, Белжец, Собибор, Треблинка и Освенцим-Биркенау. Они были построены с единственной целью – проведения массовых убийств евреев. Основным средством убийства в лагерях смерти был ядовитый газ, выпускаемый в герметичные газовые камеры или фургоны. Немецкие власти при содействии своих союзников и сторонников перевозили евреев со всей Европы в эти лагеря смерти. Нацисты скрывали свои намерения и называли перевозку евреев в лагеря смерти акциями по переселению или эвакуацией. Эти перевозки также часто называют депортациями. Большинство депортаций выполнялось по железным дорогам. Для перевозки евреев в лагеря смерти немецкие власти использовали обширную систему европейских железных дорог, а также другие виды транспорта. Во многих случаях евреев перевозили в железнодорожных вагонах для скота или грузовых вагонах. Также использовались пассажирские вагоны. Условия в вагонах для перевозки были ужасными. Нацисты и их сторонники сгоняли евреев всех возрастов в переполненные вагоны. Евреям часто приходилось стоять, иногда по несколько дней, пока поезд добирался до места назначения. Преступники лишали их пищи, воды, туалета, тепла и медпомощи. Евреи часто умирали в пути от нечеловеческих условий. Подавляющее большинство евреев, депортированных в лагеря смерти, почти сразу после прибытия подвергались отравлению газом. Евреев, которые, по мнению немцев, были здоровыми и достаточно сильными, отбирали для принудительных работ. Моя мать подбежала ко мне, схватила меня за плечи и сказала: «Лейбеле, я больше тебя не увижу. Позаботься о своем брате». Лео Шнайдерман описывает прибытие в Освенцим, отбор и разлуку с семьей. Во всех 5 лагерях смерти нацисты заставляли некоторых еврейских заключенных помогать в убийствах. Среди прочего, они должны были сортировать вещи жертв и выносить их тела из газовых камер. Специальные подразделения избавлялись от миллионов трупов путем массового захоронения, сжигания в ямах или в больших специально сконструированных крематориях. В 5 лагерях смерти было убито почти 2 миллиона 700 тысяч еврейских мужчин, женщин и детей. Гетто – это части городов или поселков, где немецкие оккупанты заставляли евреев жить в тесноте и антисанитарных условиях. Немецкие власти часто огораживали эти территории, возводя стены или другие ограды. Охранники не позволяли евреям покидать гетто без разрешения. Некоторые гетто существовали годами, а другие всего лишь месяц, неделю или несколько дней, и служили местом содержания перед депортацией или убийством. Немецкие власти впервые построили гетто в 1939-40-х годах в оккупированной Польше. 2 крупнейших из них находились в оккупированных польских городах Варшава и Лодзь. С июня 1941 года нацисты начали строить гетто на новых завоеванных территориях в Восточной Европе после нападения Германии на Советский Союз. Немецкие власти, их союзники и сторонники также создавали гетто в других частях Европы. В частности, в 1944 году немецкие и венгерские власти
построили временные гетто для сбора и контроля евреев перед их депортацией из Венгрии. Изначально немецкие власти создавали гетто, чтобы изолировать и контролировать многочисленное местное еврейское население в оккупированной Восточной Европе. Первоначально они собирали еврейское население в пределах города и прилегающего района или области. Однако, начиная с 1941 года, немецкие власти также депортировали евреев из других частей Европы, включая Германию, в эти гетто. Принудительный труд евреев стал главным условием жизни во многих гетто. Теоретически, он должен был помочь оплатить содержание администрации гетто, а также обеспечить необходимые нужды немецкой военной машины. Иногда поблизости гетто строились фабрики, мастерские, чтобы использовать заключенных евреев для принудительного труда. В основном, это были физически изнурительные работы. Жизнь в гетто была сложной и опасной, еды всегда не хватало, санитарные условия были ужасными и медицинская помощь почти не оказывалась. Сотни тысяч людей умерли от голода, свирепствующих болезней, воздействия экстремальных температур, а также от истощения в результате принудительного труда. Немцы также убивали заключенных евреев путем жестоких избиений, пыток, расстрелов и других форм произвольного насилия. Евреи в гетто пытались сохранить чувство собственного достоинства и общности. Школы, библиотеки, службы соцобеспечения и религиозные учреждения помогали жителям гетто поддерживать единство друг с другом. Стремление сохранить и передать другим историю о жизни в гетто, например, создание архива Онег Шаббат и тайной фотографии, является ярким примером духовного сопротивления. Во многих гетто также существовали подпольные движения, которые оказывали вооруженное сопротивление. Самым известным стало восстание в Варшавском гетто в 1943 году. Начиная с 1941-1942 годов, немцы, их союзники и сторонники массово убивали жителей гетто и ликвидировали административные структуры гетто. Этот процесс назывался ликвидацией. Он был частью окончательного решения еврейского вопроса. Большинство евреев гетто были убиты либо в ходе массовых расстрелов в ближайших центрах убийств, либо после депортации в лагеря смерти. Большая часть лагерей смерти была намеренно расположена вблизи крупных гетто, оккупированной немцами Польши или рядом с легкодоступными железнодорожными путями. Многие люди были согласны на проведение Холокоста и операции окончательного решения еврейского вопроса. Сам Адольф Гитлер вдохновлял, приказывал, одобрял и поддерживал геноцид евреев Европы. Однако Гитлер действовал не в одиночку. Также точный план реализации операции окончательного решения был предложен не им. Координирование, планирование и осуществление массовых убийств выполнялось другими нацистскими лидерами. Среди них был Герман Геринг, Генрих Гиммлер, Рейнхард Гейдрих и Адольф Эйхман. Также в Холокосте участвовали миллионы немцев и других европейцев. Без их участия геноцид еврейского народа в Европе был бы невозможен. Нацистские лидеры опирались на помощь немецких учреждений и организаций, других держав оси, местных органов власти и структур, а также частных лиц. В осуществлении Холокоста нацистские лидеры полагались на помощь немецких учреждений и организаций. Члены нацистских организаций инициировали и проводили множество антиеврейских акций до и во время Второй мировой войны. Эти организации включали в себя нацистскую партию, СА, штурмовики или гитлеровцы, и СС, Schutzstaffel, немецкие охранные отряды. Как только началась война, СС и ее полицейские отряды выполняли смертоносные задания. Члены Sicherheitsdienst, СД, Гестапо, уголовная полиция, Крипо и полиция порядка играли особенно активную и беспощадную роль в массовых убийствах евреев Европы. К другим немецким учреждениям, которые участвовали в реализации окончательного решения, относились немецкая армия, немецкая национальная железнодорожная система и система здравоохранения, немецкая гражданская служба и органы уголовного правосудия, а также немецкие предприятия, страховые компании и банки. Будучи членами этих учреждений, бесчисленные немецкие солдаты, полицейские, гражданские служащие, адвокаты, судьи, бизнесмены, инженеры, а также врачи и медсестры поддерживали политику режима. Обычные немецкие жители также играли разные роли в событиях Холокоста. Некоторые немцы ликовали, когда избивали или унижали евреев. Другие осуждали евреев за неподчинение российским законам и правилам. Многие немцы покупали или забирали вещи своих соседей-евреев, а также грабили их имущество. Участие этих немцев в Холокосте было мотивировано различными факторами, в том числе энтузиазмом, карьеризмом, страхом, жадностью, корыстью, антисемитизмом и политическими идеалами.
Нацистская Германия совершала Холокост не в одиночку, она опиралась на помощь своих союзников и сторонников. В данном контексте под союзниками подразумеваются страны оси, официально вступившие в союз с нацистской Германией. Под сторонниками подразумеваются режимы и организации, которые сотрудничали с немецкими властями в официальном или полуофициальном качестве. К союзникам и сторонникам нацистской Германии относятся европейские державы оси и другие коллаборационистские режимы, например, Вишистская Франция. Эти правительства принимали собственные антисемитские законы и содействовали достижению целей нацистов. Поддерживаемые Германией местные органы власти, особенно местная полиция. Эти организации помогали собирать, интернировать и депортировать евреев даже в странах, не являющихся союзниками Германии, например, в оккупированных Нидерландах. Местные вспомогательные подразделения, состоящие из военных и полицейских чиновников и гражданских лиц. Эти поддерживаемые Германией подразделения участвовали в массовых убийствах евреев в Восточной Европе, часто добровольно. Термины «союзники» и «сторонники» могут также относиться к лицам, которые входили в состав правительств и организаций. Частные лица по всей Европе, которые не относились к правительству или соответствующим учреждениям и не принимали непосредственного участия в убийстве евреев, также внесли свой вклад в Холокост. Одним из самых ужасных поступков, которые могли совершить соседи, знакомые, коллеги и даже друзья евреев, это донос нацистским властям Германии. Неизвестно, сколько людей выбрали этот путь. Они раскрывали места укрытия евреев, разоблачали фальшивые христианские личности и иным образом идентифицировали евреев для нацистов. Тем самым они были причастны к их смерти. Мотивы этих людей были самыми разнообразными: страх, корысть, жадность, месть, антисемитизм, политические и идеологические убеждения. Обычным людям также был выгоден Холокост. Неевреи иногда переезжали в дома евреев, захватывали принадлежащие евреям предприятия, крали имущество и ценности. Повсеместно наблюдалось воровство и грабежи, сопровождавшие геноцид. Чаще всего обычные люди способствовали Холокосту своим бездействием и безразличием к бедственному положению своих соседей-евреев. Иногда таких людей называют сторонними наблюдателями. Однако жертвами преследований и убийств были и миллионы других людей. В 1930-е годы режим преследовал целый ряд предполагаемых внутренних врагов немецкого общества. По мере расширения влияния нацистов во время Второй мировой войны, миллионы других европейцев также подвергались нацистской тирании. Нацисты классифицировали евреев как главного врага, однако они также преследовали и другие группы, считая их угрозой здоровью, единству и безопасности немецкого народа. Первая группа, преследуемая нацистским режимом, состояла из политических противников. Среди них были чиновники и члены других политпартий, а также профсоюзные активисты. Политическим противникам также относились люди, которые подозревались в противодействии или критике нацистского режима. Политические враги были первыми заключенными в нацистских концентрационных лагерях. Свидетели Иеговы также содержались в тюрьмах и концентрационных лагерях. Их арестовывали, так как они отказывались присягать на верность правительству или служить в немецких вооруженных силах. Нацистский режим также преследовал немцев, чья деятельность считалась опасной для немецкого общества. Среди них были мужчины, обвиненные в гомосексуализме, закоренелые или профессиональные преступники и лица со социальным поведением, например, бродяги, нищие, проститутки, сутенеры и алкоголики. Десятки тысяч этих жертв были заключены в тюрьмы и концентрационные лагеря. Режим также насильственно стерилизовывал и преследовал немцев африканского происхождения. Люди с ограниченными возможностями также были жертвами нацистского режима. До Второй мировой войны немцы, считающиеся якобы имеющими наследственные заболевания, насильно подвергались стерилизации. После начала войны нацистская политика стала более радикальной. Люди с ограниченными возможностями, особенно живущие в учреждениях, рассматривались как генетическое и финансовое бремя для Германии. Эти люди преследовались с целью ликвидации в рамках так называемой программы эвтаназии. Нацистский режим применял крайние меры против групп, считавшихся врагами по расовым, цивилизационным или идеологическим причинам. К этим лицам относились рома, цыгане, поляки, особенно польская интеллигенция и элита, советские чиновники и советские военнопленные. Нацисты совершали массовые убийства против этих групп. Холокост закончился в мае 1945 года, когда основные союзные державы – Великобритания, США и Советский Союз – победили нацистскую Германию во Второй мировой войне. Продвигаясь по Европе во время наступательных операций, союзные войска захватывали концентрационные лагеря. Они освобождали оставшихся в живых пленных, многие из которых были евреями.
Союзные войска также находили и освобождали выживших после так называемых маршей смерти. Эти форсированные марши включали группы еврейских и нееврейских узников концентрационных лагерей, которые эвакуировались пешком из лагерей под охраной СС. Но освобождение не приносило им свободы. Многие люди, пережившие Холокост, сталкивались с постоянными угрозами, антисемитизмом и гонениями, когда они пытались построить новую жизнь. Многие потеряли членов семьи, а другие годами искали пропавших родителей, детей, братьев и сестер. Несмотря на усилия нацистской Германии ликвидировать всех евреев Европы, некоторые евреи пережили Холокост. Им удалось выжить по самым разным причинам. Они смогли выжить только благодаря необычайному стечению обстоятельств, решениям каких-либо отдельных лиц, помощи других лиц, как евреев, так и неевреев, и простому везению. Некоторые евреи пережили Холокост, сбежав с территории Европы, контролируемых Германией. До начала Второй мировой войны сотни тысяч евреев эмигрировали из нацистской Германии, несмотря на значительные трудности, препятствующие иммиграции. Те, кто эмигрировал в Соединенные Штаты, Великобританию и другие районы, которые оставались вне контроля Германии, были в безопасности от тирании нацистов. Даже после начала Второй мировой войны некоторым евреям удалось сбежать с территории Европы, контролируемых Германией. Например, около 200 тысяч польских евреев бежали от немецкой оккупации Польши. Эти евреи пережили войну в тяжелых условиях, так как были депортированы советскими властями на восток, вглубь Советского Союза. На территориях Европы, контролируемых Германией, выжило очень мало евреев. Как правило, им удалось выжить благодаря чьей-либо помощи. Помощь могла иметь разные масштабы, от одиночных действий отдельных людей до целых организованных групп, больших и малых, объединивших для этого свои усилия. По всей Европе представители различных национальностей шли на смертельный риск, чтобы помочь своим еврейским соседям, друзьям и незнакомым людям. Например, они находили укрытие для евреев, добывали фальшивые документы, подтверждающие христианскую личность, или снабжали их едой и припасами. Другие евреи смогли выжить, так как входили в состав партизанских движений сопротивления. Наконец, некоторым евреям удалось, вопреки огромным трудностям, пережить заключение в концентрационных лагерях, гетто и даже лагерях смерти. В 1953 году Кнессетом было учреждено почетное звание «Праведники народов мира» с иврита «Хасидей Умот Аулам». Звание праведников народов мира присваивают неевреям, спасавшим евреев в годы нацистской оккупации Европы во время Холокоста, или, как его называют в Израиле, катастрофы – Шоа. Рискуя собственной жизнью, они укрывали евреев, помогали им или иным образом старались спасти их. На 1 января 2022 года Институт катастрофы и героизма Яд Вашем признал праведниками мира 28 217 человек из 51 страны. Признанные получают именную медаль и почетную грамоту, а их имена увековечивают в Яд Вашем на горе памяти в Иерусалиме. На 2024 год удалось установить имена 4 800 000 евреев, что погибли во время Холокоста с 1933 по 1945 года. Эти данные хранятся в Музее Холокоста, расположенном на горе памяти в Иерусалиме.
И все же, большинство евреев было за союзников. Помимо того, что около 1,5 миллиона евреев воевали как в армии США, так и в Красной армии, Британия пошла на сближение с подпольными организациями, находящимися в подмандатной Палестине. Такой организацией была, например, Хагана. Хагана, с иврита оборона, полуподпольная еврейская военная организация, созданная в июне 1920 года в период арабских волнений в Иерусалиме для обеспечения безопасности еврейских поселений Ишува. Основную роль в формировании Хаганы сыграла социал-сионистская партия труда Мапай, которая была доминирующей правящей партией в Ишуве и Израиле после его создания в 1948 году вплоть до 1977. В структурном отношении Хагана была частью разветвленной системы Гистадрута, Всеобщая конфедерация труда рабочих Израиля. Руководителем центрального командования организации был назначен Элияху Галомб, сторонник доктрины жесткого подавления вооруженных выступлений арабов против еврейского присутствия в Палестине, инициировавший создание полевых отрядов по защите еврейских поселений. Первыми бойцами Хаганы были в основном поселенцы из России, сторонники киббуцианского движения, также направлявшегося партией труда и Гистадрутом. До конца 20-х годов 20 века ячейки Хаганы, располагавшиеся в основном в сельских районах, насчитывали не более 1000 бойцов. Великобритания, обладавшая мандатом Лиги наций на управление Палестиной, препятствовала формированию как арабских, так и еврейских вооруженных отрядов. Формально, деятельность всех еврейских формирований на территории Палестины была запрещена. Однако вплоть до принятия Белой книги в 1939 году, положения, которые запрещали сионистским фондам скупать земли в Палестине и существенно ограничивали еврейскую иммиграцию, действия британских властей в отношении Хаганы скорее носили сдержанный, нежели силовой запретительный характер. Такая политика позволяла руководству Ишува закупать за рубежом и ввозить в Палестину оружие, рассредотачивать по всей стране оружейные ремонтно-сборочные мастерские и склады, вести военную подготовку новобранцев. В 1934 году были открыты первые командирские курсы. Один из командиров Хаганы, отвечавший за организацию диверсионных актов, направленных против английской военной и гражданской администрации, будущий министр иностранных дел Израиля Игаль Аон, отмечал в своих мемуарах, что стратегия и тактика Хаганы строились таким образом, чтобы избежать потерь как с английской, так и с еврейской стороны. Соглашательская позиция политического руководства партии труда стала причиной раскола Хаганы в 1931 году и выхода из нее сторонников решительных действий против британского колониального присутствия в Палестине. Новое военное формирование называлось Национальная военная организация (ЭЦЕО). Кровавые столкновения с арабскими повстанцами в 1929 году стали поворотным пунктом в истории Хаганы. В ответ на погромы, в ходе которых было убито 133 и ранено 339 евреев, военные подразделения были созданы во всех городах и сельских поселениях, где проживали евреи. Была налажена деятельность разведслужбы, система обеспечения связи, оперативная работа технического отдела, планирование операций и строительство оборонительных сооружений. На базе технического отдела позже создавался Генеральный штаб вооруженных сил Израиля. Его первым начальником был генерал Яков Дори. В это время также произошла кардинальная реорганизация Хаганы. Национальный комитет, высший выборный орган еврейского населения подмандатной Палестины, назначил Совет обороны, которому были подчинены все военные и вспомогательные структуры Хаганы. Контроль над организацией сосредоточился в руках еврейского агентства, исполком Всемирной сионистской организации для Палестины, и она стала фактически военным подразделением ВСО. Финансовые учреждения международного сионистского движения Керен Айесот, основной фонд, и Керен Каймет Ле Исраэль, фонд поддержки Израиля, возложили на себя значительную часть расходов по финансированию Хаганы. Кроме того, все еврейское население Палестины было обязано перечислять в органы еврейского самоуправления специальный налог на оборону, сборы от которого уходили в основном на военные нужды. К концу 1930-х годов в рядах Хаганы насчитывалось более 25 тысяч бойцов. Начало Второй мировой войны поставило перед Хаганой новые проблемы. С одной стороны, Хагана активно поддерживала вступление в добровольные еврейские подразделения, созданные в рамках британской армии. Многие из основателей и членов организации вступили в такие подразделения, что укрепляло в них еврейское руководство и придавало им сионистский характер.
Служившие в этих частях члены Хаганы создали подпольную сеть, снабжавшую организацию британским оружием, а в конце войны оказывали помощь еврейским беженцам из Европы. С другой стороны, генеральный штаб Хаганы прилагал все усилия для укрепления еврейской обороны в стране. Члены Хаганы делились на оборонный корпус, в котором состояли лица старше 35 лет и который предназначался для позиционной обороны, и полевой корпус, бойцы которого проходили подготовку для проведения наступательных операций. Была создана особая полувоенная организация Гадна, в рамках которой молодежь от 14 до 18 лет проходила боевую подготовку. Проводились регулярные курсы для командного состава всех уровней. Подпольная военная промышленность значительно выросла и производила минометы и автоматы. Разрабатывались оборонные программы общенационального масштаба, была налажена весьма эффективная разведывательная служба. В 1941 году были созданы Пулгот Махац, аббревиатура от Пальмах, ударные роты. Основой Пальмаха стали отряды, сформированные и подготовленные британской армией для совместных союзнических действий против фашистских властей в Сирии. Предполагалось также, что в случае немецкого вторжения в Палестину эти отряды послужат ядром партизанской борьбы против германских сил. Когда опасность немецкого вторжения в Палестину миновала, прекратилось военное сотрудничество с британскими властями, а Пальмах превратился в регулярную дивизию Хаганы, которая, в отличие от полиции еврейских поселений, находилась в безраздельном подчинении штабу организации. Члены Пальмаха сочетали военные тренировки с работой в сельскохозяйственных поселениях, что позволяло как скрыть его существование от британских властей, так и уменьшить расходы на его содержание. Подразделения Пальмаха были расквартированы в кибуцах в различных частях страны. В 1944 году общая численность Хаганы составила 36 871 человек. Из них в оборонном корпусе насчитывалось 30 745, в полевом корпусе 4609, в Пальмахе 1517 человек. Напряженность между британскими властями и Хаганой, которую они считали помехой для осуществления антисионистской политики, все более возрастала. В феврале 1944 года командир Эцела Менахем Бегин объявил о начале еврейского восстания против британского господства. Таким образом, завершился период сотрудничества между Эцелом и британскими властями. Лидеры Эцела пришли к выводу, что если британское правительство до сих пор не пересмотрело политику Белой книги, то, несомненно, не сделает это и в будущем. Эцел надеялся с помощью восстания пошатнуть положение Британской империи в Палестине, вызвать волны сочувствия к евреям и шува во всем мире и в Англии с целью прекращения британского присутствия в Палестине. В течение первых 8 месяцев восстания члены Эцела произвели около 20 диверсионных актов против англичан, подкладывали бомбы в британских правительственных учреждениях, 4 раза атаковали здания уголовного розыска и полицейские участки. Лехи не без оснований интерпретировал объявление восстания как свою важную политическую победу и подтверждение того, что нельзя ослаблять борьбу против англичан даже во время войны. Восстание сблизило обе подпольные организации – еврейские общественные организации Палестины, командование Хаганы и большинство жителей Ишува поспешили отмеживаться от действий повстанцев. Свое решение руководство Ишува объяснило необходимостью сотрудничать с Британией вплоть до окончания войны. Оно опасалось, что восстание, напротив, уменьшит шансы на создание независимого еврейского государства. На акции Эцела и Лехи англичане ответили репрессиями. По всей стране были произведены обыски, в результате которых 120 членов Эцела и Лехи были арестованы. И в октябре 1944 года депортированы на самолетах в Эритрию, Восточная Африка. Кроме того, англичане оказывали давление на различные еврейские организации, требуя выдачи членов Эцела и Лехи. Руководство Ишува не соглашалось на это, опасаясь гражданской войны. Между лидерами Хаганы и Эцела состоялась серия переговоров, на которых командующему Эцелу Бегину было заявлено, что еврейские организации выступают против проведения террористических актов. Бегин отверг возможность прекращения диверсионной деятельности. После убийства лорда Мойна было решено выдать членов Эцела британским властям. Хагана передала англичанам списки с именами и адресами членов Эцела и даже приняла участие в их задержании. Период преследований членов Эцела Хаганой известен под названием «Сезон». Операция «Сезон» вписала в историю подмандатной Палестины наиболее трагическую и снискавшую печальную известность главу. Сезон продолжался около 5 месяцев и вызвал бурю негодования среди еврейских жителей Палестины. Вскоре после окончания Второй мировой войны, когда стало ясно, что британское правительство не намерено отказаться от своей антисионистской линии, еврейское агентство поставило перед Хаганой задачу возглавить еврейское движение по сопротивлению этой политике.
1945-1947 года ознаменовались самыми напряженными отношениями между мандатными властями и евреями Палестины. После Второй мировой войны, летом 1945 года, стало очевидно, что Британия не намеревается пересмотреть политику Белой книги даже после катастрофы европейского еврейства. Также кратко разберем картинку, где евреи якобы просят палестинцев дать им здесь жить. Вот в чем загвоздка. Плакат написан на английском, а не на арабском языке, на котором говорят местные. Это потому, что данный плакат предназначался для англичан, которые депортировали и разворачивали суда с евреями, невзирая на обстановку в Европе. Поэтому данный плакат предназначался именно для британских солдат, а не для местных жителей. Разочаровавшись в британском партнере, Хагана попыталась наладить контакты с оппальными организациями. Это было непросто. После окончания в апреле 1945 года операции «Сезон» в Ишуве продолжала царить напряженная атмосфера. Внутри самой Хаганы существовали разногласия по поводу целесообразности сотрудничества с отколовшимися организациями. Некоторые считали, что Эцел и Лехи вынудят Хагану свернуть на путь террора. Другие, напротив, утверждали, что только широкомасштабные совместные действия завоюют симпатии мирового общественного мнения. В поддержку сотрудничества с отколовшимися формированиями выступил Бен-Гурион, и таким образом в октябре 1945 года возникло движение еврейского сопротивления. Хагана стремилась к полному объединению всех трех подпольных организаций. Эцел был согласен на это, а Лехи отказался. В результате удалось достичь соглашения, которое предусматривало учреждение совместной дисциплинарной комиссии Ваадат-Х и обязательное согласование с ней всех военных операций. Движение еврейского сопротивления действовало около 10 месяцев, с августа 1945 по июль 1946 года. Первой акцией в рамках этого движения было освобождение 208 нелегальных иммигрантов из концлагеря в Атлите. Операцию провел отряд Пальмаха, насчитывающий около 200 человек. Британские власти не сумели поймать беглецов. Месяц спустя по всей стране была произведена серия взрывов на железных дорогах. Участниками этой акции были главным образом члены Пальмаха. Движение поездов в стране было парализовано. Движение еврейского сопротивления участило нападения на полицейские участки, главным образом на те из них, которые занимались поимкой нелегальных иммигрантов. Движение принимало активное участие в доставке переживших катастрофу евреев в Палестину. Деятельность движения еврейского сопротивления достигла своей высшей точки 17 июня 1946 года. Операция, получившая название «Ночи мостов», предполагала выведение из строя всех мостов, связывавших Палестину с соседними странами. От участников операции требовалось подкрасться к объекту, обезвредить охрану, подложить взрывчатку и незаметно скрыться. 17 июня 1946 года было атаковано 11 мостов, 10 из них были разрушены. 14 бойцов сопротивления погибли. Успех операции продемонстрировал высокий профессионализм и боеспособность членов Пальмаха. Ответные акции англичан не заставили себя ждать. 29 июня 1946 года, через 12 дней после Ночи мостов, 17 тысяч британских военнослужащих и полицейских приняли участие в широкомасштабной операции, призванной ликвидировать ударные силы Хаганы, Пальмаха и арестовать связанных с ними членов правления еврейского агентства. Операция началась на восходе солнца в субботу, на фоне введения комендантского часа в еврейских поселениях, и продолжалась весь день. В операции были также задействованы военные суда и самолеты. Британские воинские и полицейские части произвели обыски с целью обнаружения оружия в 27 поселениях по всей стране. 2700 человек, в том числе еврейские лидеры, были задержаны. Бен-Гурион, находившийся в то время во Франции, избежал ареста. Эта суббота известна в истории Ишува под названием «Черной субботы». Президент Всемирной сионистской организации Хаим Вейцман осудил британские власти в связи с событиями Черной субботы, однако настаивал на прекращении боевых действий против англичан. По мнению Вейцмана, существовала угроза перерастания этих действий в настоящую войну, в результате которой Ишув будет уничтожен. Вейцман даже пригрозил уйти со своего поста, если вопрос о прекращении вооруженной борьбы не будет решен положительно. Эцелу была направлена просьба отложить взрыв иерусалимского отеля Амелех Давид, царь Давид, служившего штаб-квартирой британской гражданской администрации и военного командования. Ранее план этой операции получил одобрение Вейцмана. Эцел, не обратившись за санкции в Ваадат-Х, произвел 22 июля 1946 года взрыв в отеле. Взрывчатку пронесли на его территорию в молочных бидонах.
Перед проведением акции Эцел предложил администрации отеля эвакуировать проживавших в нем людей. Мандатные власти приказали постояльцам оставаться в здании. В результате взрыва погибло 82 человека, 25 англичан, 40 арабов и 17 евреев. Взрыв отеля Амелех Давид послужил непосредственной, хотя и не единственной, причиной распада движения еврейского сопротивления, единство которого было ослаблено с момента основания подозрительностью, колебаниями и разногласиями его членов. Движение еврейского сопротивления в значительной мере способствовало укреплению военной силы Ишува, доказало высокую обороноспособность в противостоянии армии, во много раз превосходившей его по силе. И что еще более важно, движение еврейского сопротивления заложило военную базу Ишува и сумел подготовить его к войне с арабами в 1948 году. После взрыва в отеле Амелех Давид в течение 1,5 месяцев Эцел и Лехи не предпринимали военных действий. В то время они уже считали себя независимыми структурами, не подчиняющимися командованию движения сопротивления. В период с сентября 1946 года по октябрь 1947 эти организации пополнили свой послужной список серией боевых операций, благодаря которым им удалось пошатнуть позиции британской армии в Палестине. Среди этих акций можно выделить следующие. Бойцы Эцела взорвали в Хайфе нефтепровод, соединявший нефтеочистительный завод с портом. Гремели взрывы на железнодорожных станциях и железных дорогах. Устраивались западни английским военнослужащим и полицейским. Взрывы мин и бутылок Молотова привели к значительному числу жертв среди британских сил безопасности. В декабре 1946 года, в отместку за побои, к которым англичане прибегали как к методу наказания арестованных, члены Лехи поймали и выпороли британских офицеров. На военные акции подпольных организаций британские власти ответили репрессиями. В 1947 году англичане вновь стали приговаривать бунтовщиков к смертной казни. Первой жертвой такого приговора стал в 1938 году Шломо бен Йосеф, а впоследствии Элияу бейт Ацури и Элияу Хаким, совершивший в 1946 году покушение на лорда Мойна. 9 членов Эцела и Лехи были повешены в тюрьме Акка. Руководители Ишува, хоть и осуждали террористическую деятельность этих организаций, обратились к властям с просьбой о помиловании, но получили отказ. Волну сочувствия в Ишуве вызвала история Дова Грюнера, который был ранен и захвачен англичанами во время нападения Эцела на полицейский участок в апреле 1946 года. Несмотря на тяжелое ранение, Грюнера приговорили к смерти. Целый год продолжались безуспешные попытки изменить приговор суда на пожизненное заключение. Сам Дов Грюнер отказался подписать прошение об апелляции и в апреле 1947 года был повешен в тюрьме Акка. Хотя большинство жителей Ишува не симпатизировали деятельности Эцела и Лехи, они считали расправу над членами этих подпольных организаций жестокой и бесчеловечной. Самой дерзкой операцией Эцела стал штурм тюрьмы Вакко. В ее застенках томились десятки арестованных членов Эцела и Лехи, приговоренных с разным сроком заключения и к смертной казни. В начале мая 1947 года группа бойцов Эцела прорвалась в тюрьму и освободила 41 члена Эцела и Лехи. Английская пресса назвала эту операцию величайшим в истории прорывом в тюрьму. В перестрелке с британской военизированной охраной погибли 5 членов Эцела, в том числе руководитель операции. 5 участников операции попали в плен к англичанам. Состоялся суд, и 3 из них были приговорены к смертной казни. Тогда бойцы Эцела похитили 2 британских сержантов и пригрозили повесить их в случае, если приговор суда будет приведен в исполнение. Англичане не поверили, что эта угроза по отношению к ни в чем не повинным людям будет исполнена. 29 июля 1947 года 3 членов Эцела были казнены через повешение в тюрьме Акка, став последними жертвами британских властей. На следующий день были казнены 2 британских сержанта. В феврале 1947 года Великобритания обнародовала свое решение отказаться от мандата в силу неспособности остановить эскалацию конфликта и заявила о готовности передать на рассмотрение ООН вопрос о дальнейшей судьбе Палестины. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН «Будущее правительство Палестины» номер 181/2 от 29 ноября 1947 года Палестина теряла статус подмандатной территории Великобритании. Из этой территории постепенно выводились английские войска. Создавалось 2 независимых государства – арабское и еврейское. Исходя из резолюции, территория Палестины претерпевала следующее размеживание. Из 8 частей, на которые была поделена Палестина, 3 части отводилось для еврейской стороны, также 3 части для арабской. 7-й частью отделялась Яффа в составе еврейского государства как арабский анклав, а 8-ю часть представлял Иерусалим в качестве отдельной единицы
под управлением Совета по опеке ООН на 10 лет. В резолюции содержалось достаточно подробное описание границ арабского и еврейского государств, которые должны были стать основой раздела Палестины. В указанной резолюции большое значение было придано положению Иерусалима. Таким проблемам, как границы и устав Иерусалима, принципы международного административного режима, срок его действия, посвящена отдельная часть резолюции. В Иерусалим, помимо самих границ этого города, вошли также ближайшие города, пригородные деревни. Статус города, обязанность составления которого была возложена на Совет по опеке ООН, предполагал защиту религиозного мира, поддержание порядка и взаимоуважения представителям всех трех монотеистических религий мира. Город объявлялся демилитаризованной зоной. Совет по опеке ООН назначал губернатора Иерусалима, представителя ООН, кандидатуре которого предъявляли следующие требования: не быть гражданином ни еврейского, ни палестинского государств. На территории города формировалась сеть административных единиц, которым предоставлялось широкое местное самоуправление. Итак, 43% территории бывшей подмандатной Палестины выделялось для арабского государства, что по площади составляло около 11 тысяч километров квадратных. По населению более 730 тысяч человек, из которых 10 тысяч евреи. Для еврейского государства отводилось 56% территории, то есть около 14 тысяч километров квадратных площади. Население более 990 тысяч человек, из которых почти половина – арабы. Территория Иерусалима занимала около 1%, где проживало 205 тысяч человек населения, среди которых около 100 тысяч являлись евреями. Таким образом, с одной стороны, резолюция ООН о разделе Палестины можно считать важнейшим достижением в урегулировании арабо-еврейского вопроса, поскольку она признала право обоих народов Палестины на создание своих независимых государств. При этом границы обоих государств четко обозначались. Но с другой стороны, учитывая этническую карту Палестины, раздел ее территории заложил прецедент для обострения этноконфессиональных противоречий. Восприятие ноябрьской резолюции ООН 1947 года как еврейской, так и арабской сторонами были достаточно сложными. План раздела, разработанный в резолюции, не соответствовал интересам ни одного из противоборствующих лагерей, но в общем был принят еврейской стороной. Что касается арабской реакции на появление данного решения арабо-еврейского конфликта, то она была однозначно негативной. Ею план не был принят. Более того, уже в момент его появления в арабском лагере проявилась единая позиция. С 1 сентября по 29 ноября 1947 года проходили совещания представителей Лиги арабских государств ЛАГ, где были приняты решения выступить против плана раздела Палестины. Обсуждались вопросы об игнорировании прав арабов. Кроме того, предполагалось ввести санкции против государств, поддержавших данный план, а также оказать палестинским арабам материальную помощь. Таким образом, при том, что еврейская сторона окончательно не удовлетворилась территориями, отводимыми под государство Израиль, она, тем не менее, признала план раздела. Обоснованием являлось рассмотрение этого плана как первого шага в деле создания собственного государства. Что касается отвергнувшей план раздела Палестины арабской стороны, то ею создание государства Израиль воспринималось как угроза и нарушение прав арабов на палестинской земле. Зритель может спросить, почему в этом плане евреям отвели 56% территорий, а арабам всего лишь 43%. На мой взгляд, это было связано с тем, что годом ранее, в 1946 году, бывшая подмандатная Трансиордания обрела независимость и стала хашемитским королевством Трансиордания во главе с эмиром Абдалой ибн Хусейном. Таким образом, если поменять соотношение, то у арабов было слишком много территорий, что могло послужить причиной для новой войны с целью устранить еврейское присутствие. Впрочем, это лишь мои догадки. Стоит отметить, что тот же Иерусалим должен был стать независимой территорией подконтрольной ООН, что точно не устраивало ни одну из сторон, и поэтому говорить о том, что ООН делал все только для еврейской стороны, глупо. Ну да ладно. Создание государства Израиль воспринималось в качестве угрозы не только арабами самой Палестины, но и соседними арабскими государствами региона. В декабре 1947 года на совещании в Каире главы арабских государств выражали обеспокоенность относительно дальнейших целей сионистов на Ближнем Востоке. Опасения сводились к захвату ими не только всей территории Палестины, но также и Трансиордании, южной части Сирии и Ливана. Отмечалось также, что после установления контроля над указанной территорией, сионистские руководители перестанут обходиться с арабами мягко.
и, почувствовав себя достаточно сильными, лишат арабов их земель. И если будет необходимо, то выдворят их из страны. Общая позиция членов Лиги арабских государств относительно будущего Палестины предполагала также заключение военно-политического союза арабских стран, что было предложено представителям Сирии на Каирской сессии ЛАК в феврале 1948 года. Разделение территории Палестины и образование Израиля способствовало военно-политическому сближению арабских государств региона, основой которого стала обеспокоенность о будущем расширении территории еврейского государства. Наращивание военного потенциала также стало основной задачей и для молодого еврейского государства. 1 декабря 1947 года лидер сионистской организации, а в будущем премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион обратился к лорду Алану Каннингему, британскому верховному комиссару Палестины, с вопросами об организации и формировании собственных вооруженных сил. Речь шла о начале поставок продовольствия и бензина для еврейской военной организации в Палестине Хагана американскими компаниями и о соответствующем разрешении создавать склады для подобных запасов. Лорд Каннингем дал обещание выполнить эти требования для Хаганы и, более того, разрешил покупать военное снаряжение британской армии. Следовательно, в конце 1947 года на территории Палестины активно формировались и вооружались такие еврейские военные организации, как Хагана, Штерн, Иргун Цваи Леуми. Деятельность их обозначалась как защита границ и охрана поселений евреев, однако фактически сводилась к процессу очищения от арабского населения территорий, предназначавшихся для будущего еврейского государства. Еще в сентябре 1945 года на основе военных планов, разработанных Хаганой, был принят план Б, в дальнейшем план Май 1946, с двумя последующими дополнениями к нему. Октябрь и декабрь 1946 года. В начале 1948 года план Иегошуа, план Джошуа Глаубермана. 13 марта Хагана приняла план Д, план Далет, который предполагал установить контроль над еврейскими областями для защиты их границ и охраны поселений. Фактически, руководством сионистов ставились такие задачи этого плана. План Д – стратегия Хаганы на ближайшие годы. Отсчет времени по плану Д наступает тогда, когда в ходе эвакуации английских войск Хагана почувствует себя в безопасности. Миссия Хагана была настолько простой, насколько революционной – установить контроль над территорией, переданной еврейскому государству, и стоять на защите его границ, а также границ объединений еврейских поселений и еврейского населения, которое проживало вне этих границ, от регулярных и полурегулярных сил противника, действующего с баз, находящихся вне еврейского государства или внутри его. Таким образом, в соответствии с военно-стратегическим планированием еврейских вооруженных формирований, сфера их деятельности не ограничивалась территориями, предназначенными для еврейского государства. Так, сионистские вооруженные формирования провели 13 крупных военных операций, причем 8 из них были проведены за пределами еврейского государства, предусмотренного резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 27 ноября 1947 года. Подобная стратегия сионистов подтверждается также в ее определении руководителем Иргуна Менахем Бегином в 1948 году. В то время как 5 арабских государств – Египет, Ирак, Сирия, Ливан и Трансиордания – готовились к совместной агрессии, мы продолжали вылазки на арабские территории. Но было очевидно, что одни вылазки не могут решить проблему, заключавшуюся в восстановлении контроля над всей территорией. В конце января 1948 года на совещании командиров Иргун мы наметили 4 стратегические цели – Иерусалим, Яффа, равнина Лида-Рамла и треугольник. Территория в центре Палестины с угловыми точками Набулус, Дженин, Туль-Карм. Мы считали эти планы альтернативными, то есть отвечающими нашим возможностям в тот или иной момент. Из 4 мы выполнили только вторую цель плана, но взятие Яффы – событие первоочередной важности. В то же время арабская сторона также осуществляла формирование вооруженных сил. С конца 1947-го, начала 1948 года активизировалась деятельность арабских национальных сил в Палестине. Руководство повстанцами взял на себя политический орган арабов Палестины – Верховный арабский комитет – ВАК. Руководство арабскими силами сопротивления находилось в Дамаске и было возложено на председателя ВАК муфтия Амина Хусейни.
В арабских городах и деревнях Палестины создавались местные комитеты, находившиеся в подчинении у высшего комитета. Также шел активный процесс формирования партизанских отрядов, в составе которых насчитывалось около 30-40 тысяч человек. Однако такие партизанские отряды зачастую были плохо вооружены и, как правило, не обучены военному делу. В период до провозглашения государства Израиль вооруженные силы арабов состояли из следующих 4 основных формирований. Первый компонент – это арабская освободительная армия, которая насчитывала около 4000 волонтеров из Палестины и других арабских стран, преимущественно из Ирака и Сирии. Армия была организована и обучена военным комитетом УАК и проходила обучение в сирийском тренировочном лагере Катана. Ее личный состав прибыл в Палестину в январе 1948 года и проводил операции в 2 секторах – Галилея, где действовало 2 батальона, насчитывавших 1500-2000 человек, и Самария, к западу от реки Иордан, где действовало примерно такое же количество бойцов. Вторым компонентом арабских сил была организация «Братья-мусульмане» и египетские молодежные организации, насчитывавшие от 1000 до 1500 человек. Они пересекли границу Египта и Палестины и проводили операции в южной части страны. Третья сила именовалась «Армия джихада», насчитывала около 5000 человек и возглавлялась Абд аль-Кадир аль-Хусейни, муфтием Иерусалима. Эти силы действовали в районе Иерусалима, Иерихона и Рамулы и состояли из нерегулярных групп гражданского населения, а также включали в себя европейских волонтеров из Британии, Югославии и Германии, которые присоединились к арабским палестинцам в их борьбе против евреев. Четвертая группа арабских сил насчитывала порядка 3000 человек и возглавлялась Хасаном Салемехом, прошедшим подготовку в Германии и направленным в Палестину, где проводил операции в районах Яффа, Лидда и Рамуа. В общей сложности арабские силы насчитывали 25-30 тысяч человек. Определенные сложности для арабских формирований создавало практическое отсутствие единого командования, а также соперничество командного состава внутри партизанских организаций, что в свою очередь приводило к невыполнению приказов командования и препятствовало успеху операций в целом. Но что же все это время насчет палестинского вопроса думали новые 2 великие державы – США и СССР? Союзнические отношения, сложившиеся между странами антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны, в послевоенный период быстро сменились ростом недоверия, усилением взаимной враждебности и напряженностью. Советский Союз, выйдя победителем из страшной разрушительной схватки с немецким нацизмом, стремились извлечь максимум внешнеполитических преимуществ из своего статуса. В Европе, как в восточной, так и в западной, советскому продвижению способствовало возросшее влияние компартий, авторитет которых значительно укрепился за годы борьбы с фашизмом. На восточном направлении уже в 43-44 годах обозначились ключевые точки будущих разногласий между союзниками. Советские территориальные претензии к Турции и итальянским колониям, проблема проливов, соперничество в Иране, палестинский и нефтяной вопросы. В годы войны произошли серьезные изменения и в американском глобальном планировании, в задачи которого был включен контроль над мировым рынком нефти, а в связи с этим усиление внимания к ближневосточному региону как одному из главных поставщиков важного стратегического сырья. Созданная британцами имперская структура на Ближнем и Среднем Востоке, в Средиземноморье, британская колониальная политика мешали американскому продвижению в этом регионе, создавали почву для англо-американского соперничества. Однако в сохранении британского военного присутствия в этой зоне Вашингтон видел своего рода заслон против советских территориальных, военных и политических претензий. Государственный департамент указывал, что уступки Великобритании Советскому Союзу недопустимы, так как они откроют ему дорогу для продвижения в Средиземное море и к Индийскому океану. Советская наступательная политика рассматривалась бывшими союзниками как угроза всему свободному миру. В этой обстановке фултонская речь Уинстона Черчилля от 5 марта 1946 года, который обвинял Москву в создании железного занавеса, разделившего мир на 2 части, и призывал к англо-американскому партнерству в противостоянии СССР, была встречена со сдержанным пониманием в высших эшелонах американской власти. Более того, президент Гарри Трумэн, например, называл новую угрозу настолько же серьезной, как и нацистская Германия с ее союзниками. В американской внешнеполитической стратегии с 1946 года начала складываться концепция сдерживания, которая была направлена на предотвращение распространения советского влияния и стала основой доктрины Трумэна.
В меморандуме, подготовленном Государственным департаментом в преддверии англо-американских переговоров по Ближнему Востоку, проходивших в октябре-ноябре 1947 года в Пентагоне, сказано: «Важный факт состоит в том, что из-за явных советских намерений относительно Ближнего Востока, которые, будучи осуществленными, пагубно скажутся не только на американских интересах, но и на нашем общем отношении к Советскому Союзу, необходимо сдерживать советскую экспансию в этом регионе. Пока американцы предлагали англичанам, уже имевшим прочные позиции на Ближнем Востоке, нести основную ответственность за обеспечение его безопасности. Однако в Америке, вышедшей из войны самой сильной и богатой державой мира, обладавшей к тому же ядерным оружием, зрела убежденность своей особой исторической миссии перед лицом усиливавшегося давления коммунистического империализма. На фоне разворачивавшейся борьбы за послевоенное мироустройство, вопрос о статусе Палестины превращался в серьезную международную проблему из-за интенсивного военного и политического сопротивления сионистов английскому присутствию, а также вследствие взаимоисключающих арабо-еврейских претензий на эту страну. СССР рассчитывал на равное со своими союзниками участие в решении проблем, которые оставались на периферии его интересов в довоенные десятилетия. Уже в июле 1945 года в рекомендациях Комиссии по подготовке мирных договоров и послевоенного устройства под председательством Максима Максимовича Литвинова предлагалось, чтобы СССР, свободный как от арабского, так и от еврейского влияния, взялся за разрешение палестинской проблемы и даже сделал заявку на предоставление Москве временной опеки над Палестиной. Предвидя вариант отклонения советской заявки такого рода, автор предлагал поставить тогда вопрос о передаче Палестины под коллективную опеку трех государств – СССР, США и Великобритании. В качестве аргумента он ссылался на то, что участие Советского Союза позволит принять более сбалансированное и справедливое решение по палестинской проблеме. В ряде западных и израильских работ упоминается о том, как по свидетельствам некоторых сионистских деятелей президент Рузвельт сообщал, что на Ялтинской конференции февраля 1945 года Большая Тройка якобы договорилась передать Палестину евреям. Однако первоисточники, подтверждающие эти сведения, отсутствуют. Кардинальное изменение позиции Сталина даже весьма авторитетным западным исследователям казалось нелогичным и случайным. Специалист по истории сионизма, истории Израиля Уолтер Уакер писал в одной из своих ранних работ, что палестинская проблема была второстепенным вопросом для Советского Союза, и, возможно, решение в пользу поддержки создания еврейского государства было рекомендовано каким-то советником из Министерства иностранных дел и одобрено Сталиным в момент рассеянности. Рассматривая возможность высказывания Иосифа Сталина по палестинской проблеме на Ялтинской конференции, следует принимать во внимание тот факт, что за годы войны произошли существенные изменения в международном статусе СССР. Его положение признанной великой державы диктовало новые формы поведения. Советское руководство придавало особое значение своему участию совместно с Великобританией и США в разработке планов послевоенного устройства мира. Возможно, выразив свое согласие с союзниками в вопросе о еврейском государстве, Иосиф Сталин предполагал таким образом зарезервировать за СССР место в послевоенных обсуждениях региональной ситуации. Палестинская проблема, как представляется, попала в поле зрения высшего советского руководства на последнем этапе войны и в первые послевоенные годы, когда во внешнеполитическом курсе СССР отчетливо появилось стремление нащупать слабые места в глобальных позициях своих союзников по антигитлеровской коалиции, попытаться вклиниться и усилить свое влияние в тех регионах, которые казались наиболее уязвимыми с точки зрения прочности их положения. С одной стороны, такая политика диктовалась прагматическими целями укрепления безопасности собственных границ, и это давало повод наркому иностранных дел Вячеславу Молотову заявлять своему британскому коллеге Эрнсту Бевину, что Советский Союз готов уйти из Ирана, если Англия уйдет из Египта и Палестины. В любом случае, Тегеран гораздо ближе к нашим границам, чем Каир и Иерусалим к Лондону. С другой стороны, использование англо-американских противоречий и конфликтных ситуаций между западными державами и региональными игроками открывало дорогу, как считали в советском руководстве, для расширения собственной сферы влияния. Посланник в Ливане Даниил Семенович Солод, согласуясь с этой установкой, сообщал в Москву о неприятии англичанами, предложенного американцами летом 1946 года, плана раздела Палестины. Правда, еще нельзя полагать, что эти противоречия могут привести к обострению англо-американских отношений. Но это уже явно, так сказать, живая весенняя ласточка,
обнадеживал советский дипломат свое руководство. Советские расчеты строились на том, что поддержка претензий евреев на создание собственного государства обеспечит возможность нанести удар в спину англичанам, выдавить их из стратегически важной Палестины. Реализация этих планов значительно пошатнула бы позиции Великобритании в арабском мире, вновь напомнила бы об ответственности колониальной империи, открывшей путь сионистам на Ближний Восток. Сионистские деятели, пристально следившие за развитием советской политики по палестинскому вопросу, также подтверждали эти цели. Существуют серьезные основания полагать, что позиция СССР окажется дружественной, не потому что они симпатизируют нам или ненавидят арабов, а исходя из необходимости свести политические счеты с англичанами, писал один из руководителей еврейского агентства Сассон, анализируя советскую дипломатию летом 1946 года. Сионистские деятели отмечали тогда, что никакое лоббирование не заставило бы советскую делегацию в ООН занять позицию в пользу поддержки чаяний еврейского народа, если бы не совпадение интересов и подходов. Как заявляли в тот период в своих выступлениях советские представители в ООН, именно провал мандатной системы и неспособность британских властей остановить кровопролитие стали основными причинами арабо-еврейского конфликта. В советской интерпретации именно Соединенное Королевство несло большую часть ответственности за те осложнения, которые возникли в связи с вопросом о будущем Палестины. Можно предположить, что свою роль в формировании советской позиции в пользу поддержки еврейских национальных устремлений сыграло и отношение к арабам, которые в своем общественно-политическом развитии, по мнению теоретиков марксизма-ленинизма, оставались на феодальном уровне и находились в подчинении английских колонизаторов. Еврейская же часть Палестины, согласно донесениям в Москву посещавших ее советских представителей, производила совсем другое впечатление. Еврейские коллективные поселения были похожи на советские колхозы. В стране действовало сильное профсоюзное движение. Многие евреи симпатизировали советскому социалистическому строю. Это контрастное восприятие двух обществ нашло отражение в словах корреспондента ТАСС в Каире. Мы очень хорошо понимаем, что арабский феодализм не хочет принять такой стиль жизни и что англичане борются с ним для того, чтобы предотвратить распространение социальных реформ на Ближний Восток, где феодализм – их опора и единственная надежда. Еврейский мир был ближе советскому человеку в культурно-психологическом плане, чем мир арабский, который к тому же в политическом плане был ориентирован в англо-американском направлении. В то же время демонстрации советского позитивного отношения к деятельности евреев в Палестине никогда не связывались непосредственно с сионизмом. Так, на учредительной конференции Всемирной Федерации профсоюзов в феврале 1945 года в Лондоне советская делегация голосовала за резолюцию в пользу продолжения усилий еврейского народа по строительству национального очага в Палестине. В сентябре 1945 года советский временный поверенный в Лондоне Кукин говорил на встрече с представителями Лиги за дружественные связи с СССР, общественной организации Шува, что в советских кругах не сомневаются в прогрессивном характере еврейского движения в Палестине. Видимо, советское руководство было подвержено иллюзиям, что в будущем еврейском государстве победят силы просоветской, но не сионистской ориентации, и оно станет форпостом антиимпериалистической, антиколониальной борьбы на Ближнем Востоке и даже будет оказывать революционизирующее воздействие на Арабский Восток. Правда, дипломаты из советских миссий в арабских странах предупреждали, что сионистское государство может стать базой американцев для экспансии в страны Востока, и поддержка Советским Союзом его создания может обернуться против советских внешнеполитических интересов. Впрочем, американская политика в вопросе о Палестине также формировалась под воздействием весьма многообразных и противоречивых факторов. Для США, как и для СССР, Ближний Восток был относительно новой сферой интересов, но в отличие от Советского Союза, большую роль в повышенном американском внимании к этому региону играли прежде всего соображения экономического характера. Отношения с арабскими странами, богатыми энергетическими ресурсами, необходимыми для послевоенного экономического развития как США, так и Западной Европы, становились поэтому одним из основных направлений американской внешней политики. Как представляется, сама по себе Палестина не была территорией первостепенной важности в расчетах американских стратегов. Например, в меморандуме, подготовленном Госдепартаментом к переговорам в Пентагоне в 1947 году, Палестине отводилась лишь пара строк по сравнению с более обширными абзацами, посвященными
англо-американским отношениям в других частях Ближнего Востока. Американцы хотели только видеть эту территорию свободной от британских военных баз в случае отмены мандатного правления. В других ближневосточных районах военное присутствие Великобритании соответствовало интересам США. Правда, советские дипломаты постоянно подчеркивали в своих донесениях в Москву, что именно Палестина из всех ближневосточных стран с позиций определенных американских кругов наиболее удовлетворяет условиям проникновения на Ближний Восток. Советский посол в Вашингтоне Новиков в известной телеграмме также указывал, что интерес США к палестинскому вопросу отражает намерение американского капитала укорениться в Палестине путем вмешательства в ее дела. Такая оценка не столько соответствовала реальному положению дел, сколько, видимо, предназначалась для удовлетворения запроса высшего руководства страны на ужесточение курса в отношениях с Соединенными Штатами по всем внешнеполитическим направлениям. Гарри Труман в первые же дни своего президентства получил письмо от госсекретаря Эдварда Стеттиниуса, в котором было сказано: «На Ближнем Востоке сохраняется напряженная ситуация в значительной степени из-за палестинского вопроса. И поскольку мы имеем жизненно важные для Соединенных Штатов интересы в этом регионе, мы считаем, что к этой проблеме следует подходить крайне осторожно и с учетом долговременных интересов нашей страны». Стоит отметить, что еще Франклин Рузвельт обещал арабам учитывать их мнение при решении палестинской проблемы. И хотя надежность таких союзников вызывала у Трумана большие сомнения, в памяти свежи были их связи с гитлеровским режимом во время войны, несмотря на введенные Великобританией ограничения на еврейскую иммиграцию в Палестину, президент должен был считаться с глобальными национальными интересами. Кроме того, в первые годы пребывания у власти Труман рассматривал Палестину как элемент решения гуманитарной проблемы перемещенных лиц в Европе, среди которых было много пострадавших от гитлеровских преследований евреев. Обращение Трумана к британским властям с предложением выдать иммиграционные сертификаты 100 тысяч евреев для въезда в Палестину было продиктовано морально-этическими убеждениями президента, которые подкреплялись влиянием его ближайшего окружения. Большую роль играло и давление американского общественного мнения, склонявшегося в пользу того, что обеспечение приюта и защиты в Палестине еврейским беженцам, пережившим трагедию Холокоста, является этическим долгом американской нации. Это, в свою очередь, отражалось на убеждениях конгрессменов, оказывавших давление на президента в данном вопросе. С середины 1940-х годов в США усилились позиции сионистских организаций, которые получили возможность лоббировать свои интересы в отношении Палестины в высших эшелонах американского истеблишмента. Наибольшим влиянием сионисты пользовались в администрации президента в Конгрессе. Однако Госдепартамент и Пентагон, более склонные рассматривать палестинскую проблему с позиции стратегических интересов США на Ближнем Востоке, требовали крайней сдержанности в отношении претензий сионистов на Палестину и призывали к противостоянию, оказываемому ими давлению. Как подчеркивали представители внешнеполитического ведомства в своих записках для президента, решение палестинского вопроса в пользу евреев приведет к тому, что народы этого большого региона отвернутся от западных держав. Военные, в свою очередь, предупреждали, что в интересах сохранения контроля над ближневосточной нефтью американцы должны избегать военного вмешательства в палестинские дела и любых шагов, которые могут настроить народы региона против Запада и подтолкнуть их в сторону СССР. Президент Труман придал особое значение последнему соображению. Он писал в своих мемуарах: «Давление в отношении Турции и инциденты в Иране ясно указывали на то, что русские с готовностью примут арабов в свой лагерь». Важно отметить, что вопрос о Палестине для преемника Рузвельта имел, помимо прочего, и внутриполитическое измерение. В своей дальнейшей борьбе за пост президента Труман не мог не учитывать роль влиятельных и богатых американских евреев, среди которых было немало сторонников сионистов. Труман не раз говорил, что в числе его избирателей нет арабов, но есть несколько миллионов евреев. Советские дипломаты в этой связи вполне справедливо указывали, что явно выраженная симпатия к делу сионистов была одной из причин интереса Вашингтона к Палестине. В условиях роста недоверия между Советским Союзом с одной стороны и США и Великобританией с другой, союзники СССР по антигитлеровской коалиции попытались решить вопрос о Палестине без привлечения третьего участника прежних договоренностей. К концу войны у них не было единства во взглядах на будущее устройство Палестины. Однако в 1946 году две англо-американские экспертные комиссии разработали ряд рекомендаций, смысл которых сводился либо к передаче Палестины под опеку ООН, либо к сохранению сильной централизации
центральной власти в руках англичан при разделе страны на две автономные национальные провинции. Однако ни одно из этих предложений не нашло одобрения всех заинтересованных сторон, как не дала результатов и состоявшаяся в Лондоне в сентябре 1946 года конференция по палестинскому вопросу с участием помимо Великобритании ряда арабских стран и Лиги арабских государств. Неэффективность совместных англо-американских усилий в значительной степени объяснялась и тем, что Вашингтон отверг все требования британского правительства о подключении военных контингентов США к выполнению рекомендаций англо-американской комиссии. Помимо недостатка технических возможностей для выполнения этих задач, аргументы американского военного командования включали и важные соображения стратегического характера. Применение силы пошатнет американские и британские позиции на Ближнем Востоке и, соответственно, приведет к усилению там советского влияния. Эти опасения во многом определяли отрицательное отношение американцев к размещению армии США в Палестине и на следующих этапах истории ее раздела. Советский Союз категорически осудил попытки Вашингтона и Лондона решать вопрос о Палестине без участия ООН и непосредственно заинтересованных сторон. Главной чертой советской позиции стало требование обсуждать все связанные с Палестиной вопросы на международных форумах в органах недавно созданной ООН. Из Москвы всем советским дипломатическим представителям, всем компартиям в арабском мире поступили указания оказывать давление на арабских политиков с тем, чтобы они требовали вынесения палестинской проблемы на рассмотрение Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи. Советская позиция по поводу создания на этой территории двух государств, еврейского и арабского, сложилась далеко не сразу. Вплоть до апреля 1947 года советское внешнеполитическое ведомство рекомендовало в своих секретных справках и записках либо обсудить вопрос об установлении над Палестиной коллективной опеки ООН, либо поддержать создание на ее территории единого, независимого демократического государства с обеспечением равных национальных прав народам, ее населяющим. Вызвавшая большой резонанс речь постоянного представителя СССР при ООН Андрея Громыка на специальной сессии Генеральной Ассамблеи по вопросу о Палестине 14 мая 1947 года была подготовлена на основе указаний, поступивших от высшего руководства страны 28 апреля 1947 года. Советский представитель подчеркнул справедливость стремлений еврейского народа к созданию собственного государства после тех бедствий и страданий, которые обрушили на него гитлеровцы и их союзники в предвоенные и военные годы в Европе. Он заявил, что если решение вопроса о Палестине путем создания единого арабо-еврейского государства окажется неосуществимым, тогда было бы необходимо рассмотреть второй вариант, предусматривающий раздел Палестины на два самостоятельных независимых государства – еврейское и арабское. Именно заявленная СССР позиция, как считают некоторые отечественные исследователи, сыграла важнейшую роль в дальнейшей выработке в рамках ООН решения о создании на части территории Палестины еврейского государства. Специальный комитет по Палестине The United Nations Special Committee on Palestine, UNSCOP, представил свой доклад, содержавший рекомендации о разделе страны на два самостоятельных государства – еврейское и арабское. Американская администрация была готова обсуждать этот вариант. Как утверждал Труман, отдавая указания Государственному департаменту 9 октября 1947 года поддержать план раздела, он полагал, что заложенная в нем перспектива экономического союза между евреями и арабами обеспечит процветание этого региона, а усилия ООН позволят добиться мира и безопасности. В этом отношении весьма красноречивым свидетельством является эпизод, связанный с обсуждением в UNSCOP в ноябре 1947 года будущих границ еврейского государства. Расчеты американской дипломатии, вынужденно принявшей план раздела под давлением Белого дома, все же основывались на заинтересованности в сохранении британского военного присутствия в регионе. Поэтому была предпринята попытка в сотрудничестве с английскими представителями урезать часть земель, отводимых евреям. Американские делегаты настаивали на том, чтобы огромная южная территория пустынного Негева, включая порт Эйлат в Акабском заливе, отошла к арабам. Это обеспечивало интересы англичан, стремившихся развернуть в этом районе свои военные базы. Сионистские лидеры, считавшие недопустимой потери такой значительной территории, обратились за помощью к Труману. В преддверии принятия окончательного решения по этому вопросу была организована встреча Хаима Вейцмана, слывшего самым эффективным дипломатом среди сионистских деятелей, с американским президентом. Результатом их беседы, состоявшейся 19 ноября 1947 года, незадолго до голосования по резолюции о разделе, стало отданное Труманом распоряжение американской делегации обеспечить сохранение Южного Негева в составе будущего еврейского государства. Заявленная на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН советская позиция была расценена американским госдепартаментом как стремление угодить и нашим, и вашим, для того, чтобы заручиться доверием и евреев, и арабов.
Американцы считали, что Советы заняли нейтральную позицию, чтобы дождаться момента, когда открытая поддержка арабов принесет им наибольшее преимущество в мусульманском мире. Как представляется, эта точка зрения была недалека от истины. Стремясь успокоить негодование арабского населения региона, вызванное поддержкой идеи независимого еврейского государства, Москва мотивировала свою позицию желанием найти справедливое решение для обоих народов на основе принципов суверенитета и демократии. Советские средства массовой информации подчеркивали, что политика Кремля носит антибританский, а не антиарабский характер и направлена на решение палестинской проблемы в интересах трудящихся всех национальностей, в то время как разжигание национальной розни между арабами и евреями на руку империалистам, сионистам и арабским феодалам. Поддержав план раздела, советские руководители, помимо уже упомянутых соображений, видимо рассчитывали привлечь на свою сторону мировое еврейское сообщество в борьбе с американскими планами антисоветской направленности. Так, сотрудник еврейского агентства для Палестины, оценивая советскую позицию, указывал, что главным инструментом американской политики против России сегодня является план Маршалла. Главная цель России по отношению к Соединенным Штатам – подрыв плана Маршалла и предотвращение его успешного осуществления. Если для достижения этой цели русские смогли бы привлечь на свою сторону евреев Европы, возможно также и Америки, то они заручились бы поддержкой мощной влиятельной силы. Да и само будущее еврейского государства Москва рассматривала как преграду для распространения антисоветских настроений. Советская внутренняя политика совсем не способствовала формированию положительного отношения к СССР евреев всего мира. Среди американских евреев, например, критичное, граничившее с враждебностью отношение к Советскому Союзу, было совсем не редкостью. В частности, директор Института еврейских исследований при Всемирном и Американском еврейских конгрессах Яаков Робинсон в 1946 году выступал с резкими требованиями разрушить легенду о том, что в СССР решен еврейский вопрос и отсутствует антисемитизм. После того, как в Советском Союзе полным ходом развернулась кампания по борьбе с безродными космополитами и было сфабриковано дело врачей, Давид Бен-Гурион, уже являясь премьер-министром Израиля, в январе 1953 года высказывал свое резкое неприятие большевистского режима. «Это никакое не социалистическое государство, а загон для рабов. Это строй, основанный на убийствах, лжи и подавлении человеческого духа, отрицании свободы рабочих и крестьян». Но это было много позже, а пока в 1947 году Бен-Гурион с немалым удовлетворением отмечал моральное и политическое значение советского подхода к палестинской проблеме. Некоторые авторы, в частности Голда Меир, в своих воспоминаниях высказывали мнение, что позиция Советского Союза, который сам понес огромные потери во время войны, была мотивирована глубокими чувствами симпатии к еврейскому народу, своими страданиями от рук нацистов, заслужившему собственное государство. Действительно, советские официальные лица постоянно использовали этот аргумент. Однако, как представляется, это был скорее пропагандистский ход, рассчитанный на соответствующую реакцию международной общественности. Сталинский режим не отличался щепетильностью в вопросах гуманистического характера. И последовавшая вскоре жестокая расправа с деятелями еврейского антифашистского комитета ЕАК, приложившим немало усилий для мобилизации помощи мирового еврейства Советскому Союзу во время войны, служит красноречивым подтверждением этого. Тем не менее, советская и американская позиции относительно статуса Палестины в основном совпадали, хотя при разработке конкретного плана раздела сказались те противоречия между двумя великими державами, которые определяли их отношения в ближневосточном регионе в целом. Обсуждение плана устройства Палестины в Ан-Скоп были с американской стороны подчинены цели минимализации роли СССР, а с советской – быстрого и окончательного выдворения Великобритании и закрепления за Москвой как можно более активной роли в создании двух независимых государств – еврейского и арабского. Если Советский Союз предлагал отменить мандат уже с 1 января 1948 года и поставить переходный период под контроль специальной комиссии, подотчетной Совету Безопасности ООН, то американцы требовали сохранения британского присутствия в стране вплоть до провозглашения независимости новых государств и протестовали против наделения комиссии ООН какими-либо функциями управления. Советские предложения о проведении выборов в учредительные собрания создаваемых стран на демократических началах и под контролем специальной комиссии Совета Безопасности вызвали скептический комментарий американских дипломатов, напомнивших, что опыт в Германии, Австрии и Корее
показывает, насколько разнятся взгляды Запада и Советского Союза на то, что такое демократические начала. В итоге компромиссионные формулировки были найдены. СССР и США, заинтересованные в принятии резолюции о разделе Палестины, приложили усилия для обеспечения 2/3 голосов на заседании Генассамблеи. Помимо Советского Союза, эту резолюцию поддержали ставшие самостоятельными членами ООН Белоруссия и Украина, а также подконтрольные СССР Польша и Чехословакия. В то же время, накануне решающего голосования в ООН, благодаря американскому дипломатическому давлению, оказанному по личному распоряжению президента, удалось переломить оппозиционный настрой таких стран, как Гаити, Либерия, Филиппины. В результате за резолюцию 181.2, принятую 29 ноября 1947 года, проголосовали 33 члена ООН, против 13 стран и 10 воздержались. Однако содержавшиеся в ней рекомендации по плану раздела Палестины на 2 государства так и остались на бумаге. Саботаж англичанами решений Генеральной Ассамблеи, а также проявленная ООН неспособность положить конец кровопролитным столкновениям между арабами и евреями в Палестине в первой половине 1948 года привели к тому, что выработанные условия раздела оказались бесполезными. В феврале-марте 1948 года возможность создания независимого еврейского государства в Палестине вновь была поставлена под вопрос американским военно-дипломатическим истеблишментом, несмотря на уже принятую резолюцию ООН. В это время в Палестине между арабами и евреями разворачивалось ожесточенное вооруженное противостояние, и в ООН уже с конца 1947 года обсуждали целесообразность формирования международных сил для реализации плана раздела. Советские дипломатические эксперты, с одной стороны, расценивали это положительно, поскольку считали, что такое решение, принятое Советом Безопасности, будет способствовать укреплению его прав как органа, обеспечивающего проведение в жизнь резолюции о разделе Палестины, против чего выступили американцы. С другой стороны, однако, существовали опасения, что по всему составу это будут силы главным образом американо-английского блока, которые станут опорой и проводником антисоветской политики в Палестине. Американское военное руководство выступало категорически против участия военнослужащих США в конфликте на Ближнем Востоке. Кроме того, привлечение советских войск в состав сил ООН рассматривалось американцами в условиях разворачивавшейся холодной войны как угроза безопасности Соединенных Штатов. Американцы считали, что размещение советского контингента неизбежно повлечет за собой развертывание агентурной деятельности и пропагандистскую обработку местного населения. В свою очередь, это неизбежно вызовет далеко идущие последствия для всего региона, что совсем не вписывалось в планы Вашингтона относительно места Ближнего Востока в послевоенном устройстве мира. В подготовленном Госдепартаментом и военными проекте позиций США по Палестине подчеркивалось также небывалое усиление враждебности арабов после того, как Соединенные Штаты проголосовали за план раздела этой страны. В документе были подробно перечислены все негативные последствия отчуждения мусульманского мира для американских стратегических, экономических и культурно-просветительских интересов в регионе. Авторы делали вывод, что оптимальным вариантом для Вашингтона является нейтральная или пассивная позиция по палестинскому вопросу. Его решение должно быть найдено в рамках механизмов ООН и самими враждующими сторонами. Доводы Госдепартамента и военных склонили и президента к тому, что ввиду трудностей реализации плана раздела установления международной опеки над Палестиной более соответствовал бы американским интересам на данном этапе. Переубедить Трумэна смог только Вейцман, после очередной встречи с которым, организованной сионистскими деятелями при помощи старинного друга президента Эдмуна Джекобсона, он вновь вернулся к первоначальной позиции поддержки самостоятельности еврейского государства. Сыграло роль и то, что американский представитель У. Остин выступил 20 марта 1948 года в Совете Безопасности с заявлением в поддержку установления международной опеки над Палестиной, не согласовав его предварительно с президентом Трумэном. Трумэн, уже давший соответствующее обещание Вейцману, воспринял это как удар по своему президентскому авторитету, как посягательство на свои преимущественные прерогативы в вопросах внешней политики. Он потребовал от госсекретаря Джорджа Маршалла выступить с разъяснениями по поводу американского предложения об опеке, которое не является заменой плана раздела, но лишь временной мерой для заполнения вакуума, пока раздел не вступит в силу. Советский Союз оказывал серьезное противодействие американским попыткам пересмотреть решение ООН по Палестине. Советский представитель при ООН Громыко заявлял: «Перемена позиции Соединенных Штатов в палестинском вопросе продиктована их нефтяными и военными интересами. Известные влиятельные круги, отражающие эти интересы, пытаются превратить Палестину в свою стратегическую и военную базу, а в экономическом отношении – в американскую полуколонию».
Резкая советская реакция была обусловлена уже разворачивающимися глобальными противостояниями с Соединенными Штатами после обнародования американским президентом своей внешнеполитической программы в марте 1947 года, получившей название «Доктрины Трумэна» и направленной на сдерживание коммунизма. В этой ситуации Советский Союз выступал против нарушения принятых международным сообществом решений, а также представал поборником прав народов Палестины на самоопределение, подчеркивая, что опека не соответствует культурно-политическому уровню развития еврейского и арабского населения. 3 страны из 11 входивших в состав специального комитета Организации Объединенных Наций по Палестине, АНСКОП, были латиноамериканскими – Гватемала, Перу и Уругвай. Представителем Гватемалы в ЮНСКОПе был Хорхе Гарсия Гранадос, который занимал просионистскую позицию и сыграл ключевую роль в окончательном решении о разделе Палестины. Председателем Генеральной Ассамблеи во время голосования по разделу был бразильский политик и дипломат Освальдо Аранха. Как и Гранадос, Аранха также был сторонником создания государства Израиль и занимал просионистские позиции. 27 ноября 1947 года в рамках АНСКОП было запланировано проведение голосования по предложению о разделении Палестины. Однако перед началом голосования стало ясно, что большинство голосов будет отдано не в пользу резолюции номер 181. Для сбора голосов за раздел Палестины потребовалось больше времени, нежели планировалось, особенно среди представителей латиноамериканских стран. Аранха поспособствовал тому, что голосование было отложено. 28 ноября был датой Дня Благодарения в США, о чем и были уведомлены делегаты. Аранха выразил мнение, что было бы несправедливо заставлять местных американских служащих в ООН работать в этот день. Его предложение было принято, и дополнительные 48 часов позволили еврейскому агентству получить поддержку среди делегаций ООН. На Генеральной Ассамблее 33 страны проголосовали «за», 13 проголосовали против и 10 воздержались. Из 33 голосов за раздел Палестины 13 были отданы делегациями из Латинской Америки, то есть 40%. 15 мая 1948 года, на следующий день после провозглашения в Тель-Авиве образования независимого еврейского государства Израиль, его первый министр иностранных дел Моше Шаррет направил телеграмму министру иностранных дел СССР Молотову с просьбой о признании. 18 мая советское правительство сообщило, что оно приняло решение об официальном признании государства Израиль и его временного правительства, то есть о полном юридическом признании, де юре. Через несколько дней стороны согласились учредить дипломатические миссии соответственно в Москве и Тель-Авиве. Американская дипломатия всю первую половину мая 1948 года продолжала оказывать давление на сионистов, чтобы заставить их отказаться от идеи провозглашения государства. Доходило до серьезных угроз. Например, еврейское агентство получало завуалированные предостережения из Госдепартамента о том, что США могут прибегнуть к эмбарго на перевод американских долларов в Палестину. Не гнушаясь обычным шантажом, высокопоставленный американский дипломат предупреждал представителей еврейского агентства, что из-за упрямства сионистов могут пострадать их сторонники в США, лояльность которых американскому государству будет поставлена под вопрос. И вновь, решающую роль в этот судьбоносный для еврейского народа момент сыграла позиция президента Трумэна. Он не был безоговорочным сторонником раздела, но его стремление переиграть Госдепартамент, глубокое уважение к Вейцману, который просил его признать еврейское государство, когда оно будет провозглашено, а также влияние советников, а среди них было немало сторонников сионистов, сделали свое дело. Операция по признанию Соединенными Штатами государства Израиль проходила в режиме строгой секретности. Еврейское агентство подготовило специальное письмо на имя президента с просьбой о признании, которое было передано непосредственно в Белый дом. В тот момент, когда американская делегация в ООН все еще добивалась принятия решения об опеке над Палестиной, ее члены узнали, что президент принял решение признать провозглашенное государство Израиль. Однако, в отличие от СССР, американцы признали Израиль де-факто, то есть не полностью. Во-первых, оставались сомнения в том, будет ли молодое государство жизнеспособным, сможет ли оно противостоять напору окружавших его врагов. Во-вторых, американцы опасались, что в своей внешней политике Израиль будет склоняться к просоветской ориентации. Основанием для этих опасений служили и довольно сильные позиции левых сил в молодом государстве, и существенная поддержка, оказанная ему Советским Союзом. Госдепартамент даже направил в декабре 1948 года специального представителя с целью выяснить, не является ли Израиль красным государством.
американский посланник пришел к заключению, что несмотря на присутствие в израильском обществе некоторых элементов, заинтересованных в подталкивании страны к просоветской ориентации, провозглашенная израильским правительством политика нейтралитета разделяется большинством неиндоктринированных граждан. В декабре 1947 года США наложили эмбарго на поставку вооружений на Ближний Восток. Эта мера сильнее сказывалась на еврейском ишуве, чем на арабских государствах. 14 мая, в пятницу, последние члены английской мандатной администрации покинули территорию Палестины. В 4 часа дня по радио была передана трансляция из Тель-Авивского музея, где проходила церемония провозглашения государства. Название нового государства было определено в последний момент, а окончательный вариант Декларации независимости напечатан лишь за час до официальной церемонии. Декларация независимости была оглашена Бен-Гурионом. В ней в частности говорилось: 29 ноября 1947 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о создании еврейского государства в Эрец-Исраэль. Ассамблея возложила на жителей страны обязанность самим предпринимать все необходимые шаги к осуществлению этой резолюции. Это признание со стороны ООН права еврейского народа на создание своего государства незыблемо. Это естественное право еврейского народа, как и любого другого народа, быть хозяином своей судьбы в своем суверенном государстве. Арабские государства, отказавшиеся признать резолюцию ООН о разделе Палестины, готовились к вторжению. В соответствии с соглашением от 27 апреля 1948 года к Хагане присоединились отряды Эцела и Лехи, образовав тем самым единые вооруженные силы. СССР стал первой великой державой, признавшей государство Израиль де юре. Советское руководство организовало через Чехословакию снабжение Хаганы, а затем армии обороны Израиля вооружением, в том числе тяжелым, вплоть до боевых самолетов и боеприпасов. Эти поставки стали важным фактором победы израильских вооруженных сил в войне за независимость, оказало вновь созданному еврейскому государству экономическую помощь через Польшу и дало согласие на репатриацию в Израиль десятков тысяч евреев из стран коммунистического блока, но не из самого СССР. В сентябре 1948 года в Москве начало работать израильское представительство. Первым послом Израиля в СССР стала Голда Меир. П. Ершов, глава советской дипломатической миссии, открывшийся в Тель-Авиве, на протяжении некоторого времени был единственным чрезвычайным и полномочным послом в Израиле. Одной из первых крупных внешнеполитических акций израильского правительства стала передача находившемуся под полным контролем советских властей Московскому патриархату Красной Церкви недвижимого имущества Русской Православной Церкви на территории Израиля. Позиция СССР насчет войны за независимость Израиля отражает газета «Правда» от 30 мая 1948 года. Никак нельзя признать состоятельной аргументацию руководителей Лиги арабских стран, будто поход арабских государств против еврейского государства имеет целью восстановить закон и порядок в Палестине, отвести от арабских народов угрозу в лице вновь образованного государства Израиль. Изображать несколько сот тысяч еврейского населения государства Израиль как угрозу десяткам миллионов арабов, живущих на Ближнем Востоке, значит глумиться над фактами, издеваться над здравым смыслом. 14-15 мая бригада Александрони, боевые части Лехи и Эцела провели операцию Кельшон с целью овладения зданиями, оставленными британскими войсками для укрепления израильских позиций в Иерусалиме. Были заняты железнодорожный вокзал, русское подворье, военная база Алленби, монетный двор и гостипография. Попытки захвата старого города Иерусалима потерпела неудачу. Ливанцы обстреливали Малкию из пушек, а в атаке на нее участвовали броневики. Малкия пала 16 мая и возникла опасность захвата Нахарии, но дальше ливанцы двигаться не смогли. Иракские войска, переправившись через Иордан, продвинулись по территории предполагаемого арабского государства Палестины на запад. Ими были захвачены Дженин и Туль-Карем. Когда до Средиземного моря оставалось 20 километров, иракская армия была остановлена еврейской бригадой Александрони, воевавшей в той местности с остатками освободительной армии Каукджи, удерживавшей гору Гильбоа. Каукджи разбили 28 мая, а иракцы отошли к Дженину. Город выдерживал 2 атаки еврейских сил, но смог выстоять. Вплоть до перемирия боевых действий здесь больше не велось. Египетские силы двигались 2 группировками. Одна египетская бригада двигалась приморской дорогой через Газу и Ашдод на Тель-Авив.
а другое соединение наступало на Хеврон, имея дальнейшей целью Иерусалим. Египетская авиация смогла разбомбить аэропорт Дов на севере Тель-Авива. Вскоре бомбежкам подвергся и сам город. Двигаясь по арабским районам, египетская тель-авивская колонна спокойно вошла в арабскую Газу, а иерусалимская заняла Беэр-Шеву. Выйдя из Газы, египтяне безуспешно атаковали кибуц Нерим, обойдя его. Войска потратили 5 дней на взятие кибуца Ят-Мордехай, после чего египетские силы штурмовали кибуц Негба. К концу мая египтянам удалось подойти к Ашдоду и Суду. В окрестностях Ашдода развернулись тяжелые бои, и дальнейшее продвижение на Тель-Авив стало невозможно. В это же время иерусалимская группировка генерал-лейтенанта Абд аль-Азиза после успешного взятия Беэр-Шевы 20 мая продвигалась на Иерусалим. Они быстро продвинулись к Хеврону и 22 мая уже входили в Вифлеем, Бейт-Лехем, где их ожидали войска Иорданского арабского легиона. Здесь египтянам противостоял укрепленный кибуц Рамат-Рахель под командованием Абраама Гальперина, за которым начинались еврейские кварталы Иерусалима. После атаки объединенных иорданских и египетских сил под командованием египетского полковника Азиза территория кибуца была захвачена. Последние защитники укрылись в бетонном здании столовой. Одновременно иорданский командир Абдуа-Тель начал обстреливать еврейский квартал старого города в Иерусалиме, но Рамат-Рахель удалось выстоять. И дальнейшее продвижение арабских войск с юга на Иерусалим прекратилось. На Тель-Авивском направлении после ряда успешных ночных атак египтянам пришлось отвести свои войска от Тель-Авива. Перед перемирием египтянам здесь все же удалось захватить стратегическую высоту 69, но Тель-Авив так и не удалось взять. В ночь с 24 на 25 мая 1948 года Хаганой была проведена операция Бин-Нун-Алеф, целью которой был захват шоссе на участке Уатрун-Шар-Хагай, создание условий для прорыва в осажденный Иерусалим. В операции принимали участие 7-я моторизованная бригада и 32-й батальон бригады Александрони. Этот бой стал одним из самых кровопролитных сражений в истории вооруженных сил Израиля. Погибли более 70 бойцов, 140 были ранены. Из-за очень больших потерь израильтянам пришлось отступить. В ночь с 30 на 31 мая в рамках операции Бин-Нун-Бет была предпринята вторая попытка захвата шоссе на участке Уатрун-Шар-Хагай. В операции принимали участие 7-я моторизованная бригада и бригада Гивати. В ходе операции удалось совершить прорыв на одном из участков шоссе, что дало возможность создания новой окружной дороги на Иерусалим – Бирманская дорога. Однако главное шоссе на Иерусалим продолжало оставаться в руках противника. С 1 по 3 июня в рамках операции «Филистия» в окрестностях Явна и Ашдода израильтяне попытались атаковать войсковые соединения египетской армии, продвигающиеся вдоль побережья на север силами бригады Галани, бригады Негев и батальона Эцела. Операция закончилась неудачей. С большими потерями израильтяне отступили. Неудачей закончилась и операция «Ицхак», проводившаяся с 1 по 9 июня, целью которой был захват Дженина. Его штурмовала бригада Галани и бригада Кармели. Понеся большие потери, бригады отступили. 8-9 июня была предпринята 3-я попытка захвата шоссе на участке Уатрун-Шар-Хагай бригадами Ифтах и Харель. Операция закончилась неудачей. С большими потерями израильтяне отступили. Тем не менее, удалось расширить брешь на одном из участков шоссе, что позволило вновь получить доступ к окружной дороге на Иерусалим и открыть ее для сообщения. Иорданским арабским легионом командовал английский офицер Джон Багот Глаб. Это была одна из последних легендарных фигур английской ближневосточной политики времен колониализма. С началом Второй мировой войны Глаб уходит из британской армии и принимает в 1939 году командование над Иорданским арабским легионом. Эмиром Абдаллахом ему присваивается титул паши. Но он не был единственным англичанином легиона. Командиром первой бригады был офицер Десмонд Гоуди. Легион был разделен на 4 полка. 2 полка заняли Наблус. Остальные силы двигались через Иерихон на Хеврон и Иерусалим. 16 мая была взята Рамуа, а 17 мая иорданские войска, не входящие в состав легиона, заняли Масленичную гору, ограничивающую Иерусалим с востока. Линия фронта между местными арабскими и еврейскими частями пролегала между еврейским кварталом Меа-Шарим и арабскими кварталами Шейх-Джарра и Мусрара. Позже евреи смогли захватить квартал Шейх-Джарра. Арабы оборонялись также по линии стен старого города. За этой линией фронта, однако, оставалось 2 еврейских очага сопротивления. Ими являлись здания еврейского университета и больницы Хадасса на горе Скопус, Харца-Суфим, и еврейском квартале старого города.
Вечером 21 мая 3-й полк легиона под командованием австралийца майора Уильяма Ньюмана двинулся на Иерусалим. Еврейский квартал старого города был блокирован. Попытки захвата нового города потерпели неудачу из-за неудачного штурма французского монастыря Нотр-Дам-де-Жерузалем. 28 мая раввины и командиры Хаганы, будучи отрезанными от остальных войск, сдали еврейский квартал старого города. Генералу Глабу также удалось прирезать линию снабжения еврейских войск в городе, проходящую по шоссе Тель-Авив и Иерусалим, в местности под общим названием Латрун. Многочисленные атаки евреев с целью деблокации Иерусалима, как уже говорилось выше, ни к чему не привели. В самом городе евреи контролировали гору Скопус и университет. К 9 июня израильтяне построили новую дорогу через Иерусалимские холмы. Они расчистили небольшую тропу, по которой ранее могли передвигаться только пехотинцы. По ней и пошли грузовики с продуктами и водой. Для того, чтобы содействовать прекращению боевых действий, ООН назначил своего представителя, шведского дипломата Фольке Бернадота, посредником между воюющими сторонами. У Бернадота имелся штаб, в который входили более 300 шведских, американских и бельгийских военных наблюдателей. В его распоряжении были транспорт, технический персонал и средства связи. При посредничестве дипломата 11 июня 1948 года удалось достичь соглашения о прекращении огня, которое длилось до 8 июля. В ходе первого прекращения огня Бернадот, исходя из ситуации, сложившейся на фронтах, разработал свой собственный план урегулирования. Он был обнародован 27 июня 1948 года. Полагая, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 181.2 неудачна и предложенный в ее рамках раздел Палестины на два независимых государства никогда не будет осуществлен на практике, Бернадот выдвинул следующие идеи. Первое. Вместо двух независимых государств следует создать союз двух независимых образований, в котором арабская сторона будет представлена расширенным королевством Трансиордания. Второе. В течение первых 2 лет еврейская иммиграция в Палестину будет неограниченной, после чего право определять абсорбационные возможности Палестины перейдет к одному из комитетов ООН – Совету по социальным и экономическим делам. Третье. Все палестинские арабы должны иметь возможность вернуться к своим очагам и получить назад свое имущество. Четвертое. Необходимо осуществить обмен территориями в соответствии с реальными положениями дел. Негев перейдет к Трансиордании, а Западная Галилея к Израилю. Иерусалим будет отдан Трансиордании с гарантией предоставления автономии его еврейскому населению. Хайфа и аэропорт Лод получат статус свободной зоны. Арабы и евреи с крайним раздражением восприняли предложение Бернадота. Его вариант недостаточно учитывал максималистские позиции сторон и требовал от них уступок по принципиальным вопросам. Единственный участник, которому план понравился, был король Абдалла. План также поддержали в СБ ООН, британский представитель, поскольку в соответствии с ним большая часть Палестины досталась бы союзнику Великобритании. Во время первого прекращения огня в Израиль прибыли 10 танков Гочкис H-39, приобретенных во Франции, вместе с танком Шерман, купленным у англичан в Израиле, и 2 танками Кромвель, украденными у англичан перед тем, как они покинули свои базы в Израиле. Они составили 82-й батальон, ставший первым и единственным танковым батальоном Израиля. Экипажи были составлены из добровольцев других стран – Махау, Митнадвей, Хуцлаарец, и солдат-ветеранов Второй мировой войны – Гахау, Гдудей, Хуцлаарец, воевавших в танковых войсках. На первом этапе войны за независимость евреи только отражали удары войск арабской коалиции. Было совершенно очевидно, что таким образом разгромить их не удастся. И военные руководители еврейского государства решили овладеть инициативой. По всему фронту начались наступательные действия против позиций арабских войск. На севере наступление бригад Гивати и Негев, операция Анфар, началась ночью 9 июля. Были захвачены ряд арабских деревень и опорных пунктов египтян. Однако блокаду с Негева снять не удалось. И на рассвете сирийцы контратаковали. Их наступление продолжалось 5 дней, но также было отражено. С 9 по 18 июля в окрестностях Мишмар-Хайерден, Верхняя Галилея, проходила операция Кипарис, целью которой был захват моста Бнот-Яаков, переход через границу с Иорданией, который удерживался сирийцами. В операции участвовали бригада Кармали и бригада Одет. В боях с сирийскими войсками, поддерживаемыми артиллерией, авиацией и танками, израильтяне потеряли 95 человек убитыми и были вынуждены отступить. В Нижней и Западной Галилее в это же время проводилась вторая наступательная операция, в которой участвовали 3 бригады Галани, Кармели и 7-я механизированная бригада под общим командованием генерала Хаима Ласкова. Этим соединением удалось отбросить части арабской освободительной армии Аль-Каугджи. Были заняты города Шефарам, Назарет и арабские деревни в их окрестности. На Центральном фронте и у Иерусалима проводилась операция Дани с целью захвата Лода и Рамле. Одна из самых крупных военных операций периода войны за независимость. Бригада Харель, бригада Ифтах, 8-я бронетанковая бригада, включая 89-й
9-й десантный батальон под командованием Моше Даяна, а также части из бригад Александрони и Кирьяти. Общее командование Игаль Аон. Советую посмотреть его биографию на моем канале, ссылка в правом верхнем углу. Переходите и смотрите с удовольствием. За 10 дней боев эти части сумели потеснить арабский легион и снять тем самым непосредственную угрозу Тель-Авиву, но деблокировать Иерусалим так и не удалось. На Южном фронте 5-я и 12-я бригады сумели отбить атаки египтян и попытались пробить коридор, соединяющий Негев с центральной частью страны. 11-12 июля проводилась операция «Разуб» на границе между долиной Шарон и приморской низменностью Шфела. Операция по захвату Мигдаль-Цедек и арабской части Рош-Хаайн проводились силами бригады Александрони. Поставленные задачи выполнены. Иракская армия отброшена от Петах-Тыквы и истоков реки Яркон. 17 июля бригада Эционы, части Эцио и Лехи совершили последнюю попытку захватить старый город Иерусалима в период войны за независимость. Операция закончилась неудачей. 17-18 июля проведена операция «Смерть захватчику» с целью прорыва блокады Негева. Силами бригад Гивати и Негев были захвачены ряд арабских деревень и опорных пунктов египтян. Однако блокаду с Негева снять не удалось. 20-30 июля была в рамках операции «Гаис» совершена еще одна попытка пробиться к Негеву. В операции принимали участие бригады Гивати, Ифтах, Негев и 8-я бронетанковая бригада. Операция закончилась неудачно, так же как и предыдущие. Негев остался в блокаде. Второе перемирие вступило в силу 18 июля благодаря постоянным усилиям представителей ООН графа Бернадота. В отличие от первого перемирия, не были указаны сроки его действия. В ходе него армия обороны Израиля снова перегруппировалась на всех 4 фронтах. Ими командовали генералы Моше Кармель северным, Ден Эвен центральным, Цви Аон Иерусалимским и Гау Аон южным. К этому времени Хагана контролировала на 30% больше территории, чем отводилось еврейскому государству по плану раздела Палестины. 17 сентября 1948 года граф Бернадот был убит членами организации Лехи. В период второго перемирия ЛАГ объявила о создании палестинского правительства во главе с Ахмедом Хильми Пашой Абдель-Баки. 30 сентября Высший арабский комитет по Палестине создал в Газе Палестинскую арабскую ассамблею в составе 85 членов. Ее представителем, то есть практической главой государства, был избран муфтий Палестины Амин Аль-Хусейни. В течение октября газское правительство было признано всеми членами ЛАГ, кроме Иордании, в чьих интересах было присоединение Палестины к своему государству. Несмотря на перемирие, 24 и 25 июля атаковали 3 арабские деревни, блокировавшие дорогу на Хайфу. При этом использовались бомбардировщики Б-17. Решающая стадия боев началась после убийства графа Бернадота 17 сентября. Несмотря на постоянно вспыхивавшие на фронтах бои, официальная историография относит период до 15 октября 1948 года к перемирию, а вечером 15 октября израильтяне начали новое наступление, получившее название «Операция Иоав». Целью израильского наступления было деблокирование Негева. Для этого были сосредоточены бригады Гивати, Ифтах, Негев, Одет и моторизованные подразделения 7-й бригады. Привлечена артиллерия, авиация и флот. Операция Иоав началась 15 октября в 17:40 воздушной атакой израильтян на Эль-Ариш, в которой участвовали 2 буффайтера и 3 спитфайра с бомбами. В результате был разбомблен большой ангар и повреждены 2 истребителя египтян. Ответным зенитным огнем был тяжело поврежден 1 буффайтер, с трудом приземлившийся в Тель-Нофе. Бомбовый удар по Газе был сорван противодействием авиации противника. Ночная бомбардировка также не достигла своих целей. Третий удар наносили 3 Б-17. Целью выступал Маджау, но город экипажи не нашли и сбросили бомбы около одной из деревень. 16 октября израильская бригада Негев при поддержке танков атаковала египетскую оборону в Ирак-эль-Маншуя. В операции приняли участие по меньшей мере 2 танка Кромвель, 4 Гочкиса и, возможно, несколько Шерманов. В ожесточенном многочасовом сражении Кромвели получили повреждения и отошли, а все Гочкисы были уничтожены. Израильская пехота несла потери от артиллерийского огня противника, но один взвод все же смог ворваться на высоту, где располагался штаб противника. Майор Гамаль Абдель-Насер, будущий президент Египта, вызвал огонь артиллерии на себя. Потеряв убитыми и ранеными треть солдат, израильский взвод отступил, а вскоре израильское командование отдало приказ отойти на исходные позиции всей бригаде. В 16:00 египетские позиции атаковали израильские буффайтеры. В 16:30 3 Б-17 под охраной Спитфайра нанесли удар по египетской артиллерии в Феуджи, что во многом повлияло на исход сражения. На приморском направлении израильские бригады Гивати и Ифтах угрожали отрезать египтян в Ашдоде и Мадждале, поэтому египетские войска
войска начали отход из Ашдода. В итоге боевых действий на юге, несмотря на грамотную и упорную оборону египтян, а также тяжелые потери наступавших израильских подразделений, израильтянам удалось, действуя на флангах, перерезать коммуникации противника и расчленить фронт на 3 части, ликвидировав блокаду Негева. Египтяне отступили из Беэр-Шевы, Ашдода и Маджала. Тем самым была окончательно ликвидирована угроза Тель-Авиву. Более того, 27 октября израильский батальон захватил форт Бейт-Джибрин, окружив 9-ю пехотную бригаду Феуджи. Нанеся поражение египетской армии, израильтяне начали 28 октября наступление против полупартизанской армии освобождения арабов, которая контролировала часть арабской Галилеи, опираясь на ливанскую и сирийскую границы. В операции принимали участие бригада Кармели, бригада Удет, 7-я моторизированная бригада при поддержке друзского и черкесского батальонов. Разбив эту армию, евреи отбросили от границы 4 ливанских батальона и оккупировали ливанскую территорию Верхней Галилеи, включая поселения Манара, Саса, Таршиха, Илабун и Мрар. Арабская освободительная армия отброшена за реку Литани. На этом боевые действия в Галилее закончились, а ее территория стала козырной картой в переговорах о перемирии. 28 ноября моряки-десантники ВМС Израиля попытались уничтожить железнодорожное полотно и взорвать ряд коммуникационных сооружений на перегоне Рафах-эль-Ариш в рамках операции Хатхала. Попытка не удалась. 5 декабря при подготовке операции Хорев в Западном Негеве 89-й десантный батальон 8-й бронетанковой бригады и 13-й батальон бригады Голани провели операцию Хатхала, целью которой было уничтожение опорных пунктов египетской армии. Опорные пункты были уничтожены. Египетская армия понесла тяжелые потери в живой силе и технике. Наступление, начавшееся 22 декабря, получило название Хорев. В ней участвовали бригады Голани, Негев, Харель, бригада Александрони, 8-я бронетанковая бригада и ВВС Израиля. Несмотря на то, что египтяне отбили атаки на Феуджи и полосу Газы, их обошли с флангов, и все их коммуникации в Палестине и Северном Синае были перерезаны. Египетская армия оказалась перед угрозой полного разгрома. 1 января 1949 года Израиль получил от англичан ультиматум с требованием вывести свои войска с территории Синая, иначе Великобритания окажет Египту военную помощь в соответствии с договором 1936 года. К утру 2 января израильтяне покинули Синайский полуостров. 28 декабря бригада Александрони попыталась зачистить Фалуджский карман, местность, в которой в результате операции Йоав оказалась запертой в окружении египетская бригада. Операция закончилась неудачей. Бригада понесла большие потери. 5 бойцов попали в плен к египтянам. 2 января 1949 года проходила операция ОЗ. Была совершена вторая попытка нарушить железнодорожное сообщение между Газой и Египтом. Операция не удалась. Высадка десанта была обнаружена египтянами. 8 марта 1949 года ВМС Израиля и бригада Александрони захватили местность в районе Эйн-Геди. Арабский легион отступил без боя. 6-10 марта 1949 года израильтяне провели операцию Увда, взяв под свой контроль южную часть Негева, которая по резолюции ООН 1947 года отходила Израилю. 10 марта израильские войска вошли в Ум-Раш-Раш, ныне Порт-Эйлат, самую южную точку созданного государства Израиль. Таким образом, боевые действия и здесь завершились. 24 февраля 1949 года было подписано перемирие с Египтом, к которому отошел сектор Газа. 23 марта израильтяне заключили перемирие с Ливаном и вывели войска с территории этого государства. 3 апреля перемирие с Иорданией, которое сохранило за собой почти все территории, занятые в первые недели войны. Части Иерусалима, Латрун и почти весь западный берег реки Иордан, включенный в состав Иорданского хашемитского королевства. Последнее перемирие подписала Сирия 20 июля. К ней отошел район Аль-Химма. Израиль захватил 6,7 тысяч квадратных километров территории Палестины, которая по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1949 года предназначалась для арабского государства, и западную часть Иерусалима. Другая часть Палестины, отведенная арабскому государству, и восточная часть Иерусалима, 5,5 тысяч квадратных километров, вошли в состав Трансиордании. Сектор Газа, 258 километров квадратных, перешел под контроль Египта. Район Аль-Химма – Сирии. Во время войны 48-49 годов свыше 1 миллиона арабов были согнаны с родных мест. Потери арабских армий точно неизвестны. Разброс общего числа потерь колеблется между 10 и 15 тысячами человек. Израилю эта война обошлась убитыми в 6400 человек, 4000 солдат и около 2400 мирных жителей, и 12 тысяч раненых.
война впоследствии была названа войной за независимость или Первой арабо-израильской войной. Этот конфликт окончательно закрепил на Ближнем Востоке еврейское государство, похоронив тем самым идею арабского государства на территории Палестины. События 48-49 годов стали первым звонком для палестинских арабов, показав им неустойчивость позиции арабских стран в борьбе против государства Израиль. Впоследствии борьба за Палестину целиком ляжет на плечи местных арабов. Чехословакия поставляла Хагане оружие с негласного разрешения СССР. Основу поставок составляло оружие немецких образцов, как произведенное в Чехословакии во время Второй мировой войны, так и трофейное, восстановленное советскими работниками артснабжения. К концу мая 1948 года было закуплено 25 тысяч винтовок, 5 тысяч ручных и 200 станковых пулеметов, а также 54 миллиона патронов. Было заказано 25 самолетов типа Мессершмитт. Подготовка пилотов также проходила в Чехословакии. Первый же транспорт из Чехословакии значительно усилил боевые средства Хаганы. Крупные поставки оружия из Чехословакии и через Чехословакию позволили Хагане перейти к активным действиям в апреле 1948 года. Одновременно с поставками оружия израильской стороне шли также поставки арабской стороне. В результате войны около половины территорий, выделенных под арабское государство, и Западный Иерусалим оказались заняты Израилем. Остальные арабские территории, а также Восточный Иерусалим, оказались оккупированы Трансиорданией и Египтом и оставались под их управлением до 1967 года. В целом, под израильским контролем оказалось 1300 километров квадратных и 112 населенных пунктов, отводившихся решений ООН арабскому государству в Палестине. Под арабским контролем оказались 300 километров квадратных и 14 населенных пунктов, решением ООН, предназначенных еврейскому государству. Линия разделения войск после заключения перемирия получила название «Зеленой линии». До шестидневной войны она существовала как линия прекращения огня, а после нее приобрела политический статус, поскольку территории под контролем Израиля за ее пределами ООН считает оккупированными. С апреля по декабрь 1948 года около 600 тысяч арабов, в различных источниках приводятся цифры от 520 до 900 тысяч человек и иногда даже более, стали беженцами. В арабском мире эти события получили название «Ан-Накба» – «Катастрофа». Согласно различным версиям, выдвигаемым как в политических, так и академических источниках, основными причинами исхода арабского населения были страх перед боевыми действиями, разворачивавшиеся в густонаселенных районах, и жестокостями еврейских сил, действительными или преувеличенными пропагандой, направленной и централизованной депортацией с еврейской стороны, или же призыв арабских лидеров и обещание скорого возвращения после ликвидации Израиля, усиленные тем фактом, что многочисленные представители арабской элиты покинули Палестину уже в начале боевых действий, одновременно с бегством и депортациями палестинских арабов из части населенных пунктов, захваченных еврейской стороной. Из населенных пунктов, захваченных арабами, как до вторжения армии арабских стран, так и после него, полностью изгонялись евреи. Фактически, палестинские евреи были изгнаны из всех таких населенных пунктов, включая старый город Иерусалима. Следствием войны стал рост насилия. В Йемене, Египте, Ливии, Сирии и Ираке прошли антиеврейские демонстрации и организованы жесткие погромы. В результате свыше 800 тысяч евреев были изгнаны или бежали из арабских стран в Израиль и некоторые другие страны. В 1949 году США предоставили Израилю первый заем в размере $100 миллионов. Зеленая линия стала новой границей между арабскими и еврейским государством. Безусловно, эта война не решила поставленных задач арабских стран, а Израиль понимал, что одной войной дело не закончится. Вот так и начались всеми известные арабо-израильские войны. Следующий раунд кровопролития должен был произойти в 1967 году. А на этом у меня все. Мир вам всем, и пусть войны остаются чернилами на бумаге.